Доброе утро. Минут через 2 начнем. Дорогие друзья, давайте мы начнем наше мероприятие. Да, те, кто находится за пределами данного зала, можете пройти. Всех благодарим, что подошли. Сегодня мы традиционно собираем всех тех людей, которые так или иначе бывали в точке пения, ну и те, кто пользовались этим пространством в качестве организаторов мероприятий, как своих, так и наших, которые проходят для сообщества точки пения. Ну и собрали тех, кто в качестве там, просто вот человек, который приходит, пользуется точки пения как коворкингом. И за этот прошедший год посетило большое количество людей. Обо всем этом мы расскажем в другой части сегодняшнего мероприятия, в торжественной части, которая начнется в 4 часа. Сейчас мы начинаем мероприятие в честь трехлетия с проектной сессии на тему качества жизни человека в Якутии. И мы определили 6 направлений, и по ним мы вас распределили по группам. При входе, когда вы регистрировались, вам сказали, да, кто в какой группе, по какой теме. Будем работать вот в этом зале, здесь будет 4 группы работать, и 2 группы будут работать в зале Чолбон. Там будет работать группа по НТИ и креативным индустриям, а здесь другие 4, да. Хочется отметить то, что вот эта тема качества жизни человека в Якутии, она будет в последующем вот в точке пения, да, вот последующий следующий год связующим по нашим направлениям работы. И надеемся, что мы выработаем общее видение и дадим самим себе направление, как надо работать. Сами понимаете, что эта тема является первостепенной на уровне нашей страны, государства. Вы знаете, есть национальные проекты, и говоря о повышении качества жизни, мы соответствуем национальным целям этих проектов, ну и также приоритетным направлениям, которые обозначает глава республики. Поэтому в дальнейшем по результатам сегодняшней проектной сессии мы надеемся, что те проекты, которые будут выработаны и будут реализованы, и сделают вклад в те цели, которые есть в национальных проектах, ну и по приоритетным таким задачам нашей республики. Что еще хочу сказать? Сильно не буду сейчас останавливаться на том, что было в точке пения. Действительно много всего происходило, вы сами являетесь свидетелями. И дальше будем, когда работать, у нас у каждой группы будут модераторы. Один модератор на 2 группы. Всего будет 3 модератора. Со-модератора, я буду тоже помогать, если какие-то вопросы будут возникать, да, как главный модератор. Ну и в самом начале проектной сессии у нас будут вводные такие лекции, установочные лекции от экспертов. И сейчас хочу пригласить для выступления временно исполняющего обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета Константина Константиновича Кривошапкина. Давайте поаплодируем, встретим. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Вроде бы недавно мы открывали точку кипения, а уже прошло 3 года.
Я помню первый момент, когда мы здесь первый день открытия, проходило тоже торжественное мероприятие, и мы очень большим вдохновением, оптимизмом тоже выступали на открытии. И сегодня уже, как вы видите, прошло 3 года, и в точке кипения есть уже чем гордиться, есть что рассказать, показать, есть определенные результаты. И нам очень отрадно, что благодаря точке кипения наши студенты, молодые ученые, аспиранты тоже проходили семинары, встречи, участвовали в различных форсайт-сессиях, также проходили студенты практику. И благодарность точки кипения мы подготовили приветственный адрес самыми теплыми словами, где могу прочитать часть из них, что в такой большой республике, как наша, нельзя жить без больших амбиций и без собственных подходов к решению задач. В Якутии всегда востребованы смелые идеи и люди, готовые брать ответственность за эти решения. Именно таких инициативных людей сплачивает точка кипения. И разрешите вручить такой приветственный адрес нашим буклетам и небольшим подарком, картиной, символизирующей вечное развитие и космос. Замечательно красивой аудитории. Для человека есть 3 основные главные вещей или самых таких главных составляющих. Это земля, здоровье и жизнь. Если есть земля у человека, у государства, у страны, у региона, то, соответственно, человек имеет возможность выращивать органическую продукцию, пищу, благодаря сельскому хозяйству или аграрной промышленности. Вы все знаете, что сейчас основная масса как раз продукции идет так называемый artificial food или искусственная еда, где очень много составляющих, которые вредят здоровью, напрямую или косвенно. И при наличии только органического питания можно иметь здоровье, крепкую иммунную систему и прожить долгую и счастливую жизнь. Я хотел бы остановиться на некоторых моментах, и, как вы все помните, 2021 год главой нашей республики был объявлен Годом здоровья. Действительно, в первую очередь мы должны усилить внимание на здоровье, и жизнь или здоровье человека зависит от некоторых факторов, которые специалисты рассчитали, и, как вы видите, 60% зависит от так называемого образа жизни. Образ жизни, где есть и питание, и здоровый образ жизни, и малое число стрессов, это сон, физкультура, спорт и так далее. 20% это зависит от экологии, от чистоты воздуха, от чистоты окружающей среды, и где живет человек без, скажем так, шумового загрязнения, без радиоактивных излучений и так далее. 10% это та часть, которая передана была нашими родителями, это генетика, генная составляющая, и только 10% это жизнь человека зависит от уровня развития медицины. Только 10%. Мы, как аграрный университет, большое внимание уделяем именно на продукты питания животного, растительного происхождения. И вы все знаете, что органическая продукция во всем мире становится очень востребованной. В Соединенных Штатах Америки, где я проходил обучение, были такие магазины, как Organic Food или органическое питание, где стоимость была 5-6 раз дороже, чем в обычных супермаркетах. Соответственно, мы, простые студенты, не могли себе это позволить, но богатые американцы покупали еду только в этих магазинах. Это продукция без пестицидов, гербицидов, инсектицидов, без химикатов, без гормонов роста, антибиотиков, которые непосредственно отрицательно влияют на здоровье человека. К сожалению, в Якутии эта продукция уже начинает заполнять наши прилавки. Но
Если посмотреть статистику, то основное население Якутии все-таки питается органической продукцией. Это и сельская местность, это охота и рыбалка, это овощи, которые мы сами выращиваем без различных химикатов. И можно сказать, что Якутия является одной из последних кладовых именно органической продукции в мире. Но, к сожалению, в мире сейчас идет тенденция глобального потепления, и в скором будущем будут так называемые климатические мигранты из южных стран, которые будут в поисках органической продукции и питания передвигаться на север. А на севере находится как раз-то наша страна и Канада. Если рассмотреть наш университет, то разработки нашего университета в последние годы они стали очень востребованы для населения. Например, кисломолочный продукт сергех, который обогащен пропионово-кислыми бактериями, обладающими вырабатывать витамин В12. А вы сами знаете, что В12 – это как раз иммунитет, это гемоглобин, это кроветворение, и, соответственно, очень положительно влияет на организм человека, особенно после коронавирусной инфекции. Далее, кумыс. Кумыс делается из кобыльего молока. К сожалению, в Якутии очень мало делают кумыс, очень мало. Но по составу кобылье молоко практически идентично материнскому молоку. И вот когда вы прочтете или прочитали Сарашевского якуты, вы там читали, что якуты, когда работали на сенокосе, питались только одним кумысом. И, соответственно, употребляя вот идентичное материнскому молоку продукт, восполняли свой организм полностью питательными веществами. И вот развитие кумысотерапии, развитие вот этого направления для республики – это архиважный момент, мы считаем. Следующая вот разработка – это йодированное молоко, которое мы тоже внедрили через компанию «Влада» в Нюрбинском районе. И вы видите, что йодированное молоко от слова «йод» происходит. Соответственно, йод – это микроэлемент, который напрямую влияет на выработку L-тироксина, гормона, который вырабатывается щитовидной железой. И вы знаете, что в Якутии недостаток йода. Мы относимся к такому очень опасному на самом-то деле региону, где йода совершенно не хватает. Море от нас далеко, морскими продуктами мы почти не питаемся, и, соответственно, мы видим недоразвитие детей, нарушение обмена веществ, неразвитие, умственное недоразвитие, и даже йод влияет напрямую на половое развитие. И поэтому вот такие разработки, они, содержащие, например, йод, очень важны вообще для всего поколения, для всего молодого поколения, для всего населения. И вот последняя разработка – это молочный квас, который мы тоже внедрили через Горный Ас. Ну, замечательный продукт, который вырабатывается из бросового сырья. Когда делают масло, там остается пахта, да? И вот из этого сырья делается вот замечательный молочный квас, который очень полезен для детей. Ну и сыры, и другие продукты. И что касается экологии, то наш университет вот последние 2 года большое внимание уделяет лесовосстановительной работе. 2 года подряд мы проводили лесовосстановительную работу в Ленском районе на территории нарушения. Как вы видите, здесь были пожары, нарушения антропогенные. И здесь мы произвели лесовосстановление на 193 гектарах и посеяли, высадили 200 тысяч саженцев сосны обыкновенной или Pinus sylvestris. Но для этого мы поняли, что Якутия нуждается ежегодно 70 миллионах саженцев древесных растений. А мы можем вот в своем лесопитомнике в Солянке, в Алекминском районе, сделать только в год 145 тысяч сеянцев закрытой корневой системой. Стоимость этого лесопитомника небольшая. И этот лесопитомник могут сделать практически все улусы, все села, и могут получить уже через год уже прибыль, соответственно. Здесь мы встретились с одной проблемой. Оказывается, в Якутии, не то что в Якутии, в России нету семян лиственницы даурской, ларикс даурика, а у нас еще 2 подвида, это ларикс каендера и ларикс гмелина. Это самые выносливые породы деревьев, которые вырастают у нас в Якутии, но, к сожалению, в России нету семян, а в Якутии никто не собирает.
но есть семена сосны обыкновенные. И не во всех ландшафтах, не во всех участках можно сажать сосну обыкновенную. Вот наши сеянцы, которые выросли и которые мы уже готовы реализовать и для компаний, которые проводят лесовосстановительные работы. Ну, здесь вы видите вот работа по посадке саженцев, сеянцев только сосны сибирской. К сожалению, мы посадили 200 тысяч саженцев сосны. Это исследования, которые были проведены в Институте мерзлотоведения, Сибирского отделения Российской академии наук. И здесь очень интересная диаграмма. После нарушения леса, если лес лиственничный на высокой пойме находится, то, соответственно, через энное количество времени идет очень сильное протаивание. Вот графики тут видно. И когда протаивает многолетняя мерзлота, выделяется очень опасный газ метан. Так ведь, Иван? Который не поглощается растениями. Если углекислый газ поглощается растениями и вырабатывается оксиген или кислород и крахмал, то метан является парниковым газом, который очень опасен для наших условий. При таянии мерзлоты, мерзлота – это не лед. Мерзлота – это все-таки замерзший грунт, где очень много органики. Так ведь, Иван? И вот, соответственно, это повлияло на то, что за последние, по-моему, 50 лет температура на северо-востоке России повысилась на 3 градуса. Я не специалист, но специалисты так говорят. Это катастрофическое повышение температуры. Соответственно, и пожары, и протаивание мерзлоты. И вот, смотрите, вот этот участок находится в Верхоянском районе. Вид самолета называется Батагайская котловина. От чего образовалась эта страшная котловина, которая просто ужасающий вид? Оказалось, здесь вот по руслу течет речка Батагайка, называется. Из-за этой речки называли Батагай, столицу Верхоянского района. Ну и вот вы видите, что здесь пожара не было, а были только лесорубочные работы. Вот здесь лесорубочные работы. И, как вы видите, даже небольшие лесорубочные работы на севере привели к такой катастрофе, что провалилось на 100 метров в глубину. На 100 метров. Если вдруг Якутск упадет на 100 метров, что с нами случится? Катастрофа. И вот такие моменты могут быть в связи с тем, что у нас все-таки вот глобальное потепление у нас происходит на нашей планете. Если посмотреть схему, то здесь вы видите, почему происходит глобальное потепление, какие парниковые газы, в основном это углекислый газ, количество метана увеличивается от 7%, и очень большое количество углекислого газа мы видим от производства и потребления энергии, от горения лесов и сельского хозяйства, от промышленности, от транспорта, от зданий и от других выделений, в том числе и от деятельности, скажем так, скотоферм. И мы видим, что вы знаете, что 2 июля был издан федеральный закон 691, и где идет о снижении парниковых газов. И, соответственно, с 1 января этот закон уже вступает в силу, и так будут так называемые углеродные единицы. Будут считать, какие организации выделяют большое количество углекислого газа, которые, наоборот, поглощают. И здесь очень большие перспективы имеют наши леса. Это карбоновые полигоны и карбоновые фермы. Не только леса могут быть карбоновыми фермами, это могут быть различные посадки культурных растений. И в этом отношении мы тоже начинаем проводить работу и видим, что очень перспективное растение есть в Якутии, не в Якутии, а южные растения, которые можно выращивать в Якутии, который называется топинамбур, обладающий замечательными свойствами медицинскими, потому что снижает уровень сахара в крови, кормовыми, потому что протеина там содержится 22%, углевода там 15%. И самое интересное, клубни топинамбура могут зимовать в условиях Якутии и каждый год возобновляться. Дорогие друзья, заканчивая свою речь, я желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы у каждого у вас были карбоновые фермы. Спасибо.
Спасибо большое, Константин Константинович, за информацию, ну и вдохновение на карбоновые фермы. Действительно, ну такие фермы появляются, и информация к нам приходит, но надеемся, и в нашей республике их станет больше, все больше, да? Ну, мы еще идем дальше. Просим спикеров в ускоренном порядке, потому что, как всегда, мы сбиваемся с таймлайна. Сейчас я хочу пригласить для выступления Михаила Михайловича Черосова. Ну и он является нашим большим другом и помогает тоже в этой сессии. Давайте, Михаил Михайлович, Так, послушаем уважаемые вас. участники, специально вышел в майке «Моя профессия IT». Это один из конкурсов, который проводят инновационные наши лидер нашего, это технопарк Якутия, который здесь располагается, и министерство, и, конечно, многое проходит здесь, в соседнем здании. Участвуйте, настраивайте ваших детей на участие в этом конкурсе. Константин Константинович достаточно много сказал по вопросам базовым. Я хочу увязать данный вопрос с качеством жизни, потому что, по сути, в этом году был достаточно большой психологический, я в первую очередь считаю, пресс на наши мозги общие, когда, во-первых, такие вроде известные личности, как Андрей Караулов и другие, они говорили такие цифры: Якутия горит, половина Якутии горит, миллионы, столько-то. Якутия, общая площадь у него в голове сидит, это 7 миллионов гектаров. Люди, не знающие географии, делили, и получалось 50% Якутии горит. Но если посмотреть внимательно, то сейчас я покажу цифры. У нас сгорело 8 миллионов гектаров примерно. Это составляет, вы знаете, 3,2 миллиона квадратных километров. И вот тут их главная ошибка, что они уменьшают площадь Якутии почти в 100 раз. Это фактически у нас получается 2 с чем-то процента. То есть, получается, мы должны прекрасно понимать, что 2% или 50% это психологический удар, который проводили, и этот психоз охватил и федеральное правительство. В частности, этому верили многие люди, даже специалисты в области геоботаники мне писали и говорили: Миша, неужели с вами там так тяжело, вы там все горите? В результате приходилось успокаивать. Ну, я вам покажу маленькие слайды, которые связаны. Я вроде бы нажимаю. Туда нужно, да? Так, ну вот, понятно, что есть климатическая внешняя причина, которая обуславливала то, что осадков было мало, и такого количества никогда не было в течение инструментального измерения нашей природы. Но есть исторические факты, по которым, например, Витус Беринг в Охотск шел по Лено-Амгинскому междуречию, находясь в полном окружении огня. Прямо писал, что это солнце все красное, идем, и как бы есть риск того, что все это будет охвачено. Ну, вот климатические характеристики, и тут видно, что у нас особые условия по осадкам. Мы находимся фактически в центре Северной Евразии, и к нам осадки приходят с океана Атлантического в первую очередь, потому что с Тихого у нас горы мешают, и еще западный перенос. Это стандартная общешкольная практика, которую ни Караулов, ни другие блогеры, журналисты и даже госчиновники, оказывается, не знают. Ну, теперь биологическая причина ухудшения качества в этом году в Якутске и многих центральных регионах — это то, что наши леса, так называемые пирофильные, они предположены горению, и тот объем хвои, который ежегодно выпадает, падает вниз, он должен как-то переработаться. И за короткое время просто наша природа не успевает все превратить в органику. Осадков мало, фактически это ничего не перерабатывается. Микроорганизмы и различные зоофаги, это фитофаги, деструкторы, они не вводят ее в оборот. Поэтому, в принципе, наши леса должны гореть. Это волей-неволей такая необходимость. Зато объем веществ, они возвращаются обратно. Ну и вот, если посмотреть спилы, у нас достаточно много есть ситуаций, где до 15 раз дерево выдерживает наше горение. Качество древесины от этого, конечно, падает. У нас, к тому же, высота маленькая, поэтому такого вот большого психоза по поводу черных лесорубов и так далее у нас в Якутии не должно быть. Потому что наши леса для черных лесорубов не очень актуальны. А вот Иркутская область,
Южная тайга, она активно рубится, там пускай прокуратура и работает. Но у нас очень часто происходит, что по нормативной базе, наоборот, нас только и делали, гоняли и возбуждали уголовные дела. До сих пор на лесников есть масса преследований. И вообще это нестандартная ситуация, когда люди работают, к ним приходят и изымают документацию. И, соответственно, даже сейчас принято решение, что вопросами тушения будет заниматься МЧС. На самом деле МЧС никогда не работала за пределами населенных пунктов. У них всегда привязка к пожарным емкостям и так далее. Огромнейший опыт только имеет тушение пожара наши лесники. И с советских времен это велось. Во время пожара самый главный – это лесничий. Он командует всеми. В советское время райком, обкомы все подчинялись леснику. То есть фактически это люди, которые были главные. Сейчас у нас обратная ситуация. К леснику пинают дверь, заходят и фактически могут его даже чуть ли не до отстранения от работы. Так, в принципе, и произошло в ряде случаев. Как после этого можно проверять? И к тому же, посмотрите, 85% территории Якутии – это зона, которую нельзя тушить. Это нормативка последних десятилетий. В Российской Федерации это было принято. Теперь, наконец-то, стали понимать, что экономика не главное. Главное – это экология и качество жизни, потому что многие блогеры и люди психологически, конечно, эту ситуацию, когда это все нагнетается, Якутии плохо, качество жизни от этого тоже падает. Ну и поближе. Что? Можно потом, а? Да, я отвечу. Так, теперь по итогам прошлого года, предположим, надо сказать, что в зоне контроля была большая часть пожаров, а меньшая часть была, которая должна тушиться. И причин по поводу антропогенности и природности причин пожаров где-то 5% это антропогенные, 95% это фактически природные причины. Я недавно участвовал на круглых столах, Вологодская область сказала, что у них 67% антропогенные причины пожаров. И причем у них, вот заметьте, у нас цифры по финансированию, где-то была цифра, дальше, у нас 6 рублей 90 копеек на гектар. И около 190 рублей есть в некоторые европейские территории. И я задал вопрос, извините, интересно, почему вы антропогенные там причины и вам больше денег, а у нас природные причины меньше денег? Объясните, почему? Ответ был сказан, что мы вопрос поставим. Ну и материально-техническая база у нас на самом деле за определенный период, с 90-е годы, шла реформа везде по экономике России, и каждым выходом перевода с подчинения республики, подчинения федерации и обратно были только минусы. То есть лесная служба констатирует, что большинство всех этих перетурбаций приводило к потерям. Вплоть до того, что были 10-месячные кредиторки. Вот тут сидят, это главы улусов бывшие, они подтвердят, 10 месяцев это невозможно, вся структура рушится. Люди, особенно мужья, это хозяева домов, они просто не выдерживали и переходили на другую работу. Поэтому, соответственно, нормативы сейчас достаточно, вот нормативы пошли, 6 рублей 90 копеек, других более 100. Ну и было совещание, и принято решение, что рассматривается вопрос по созданию новой системы, когда часть вопросов будет передана обратно на федеральный уровень, и в Якутии, возможно, будет создан большой авиацентр, который будет заниматься тушением пожаров уже федерального подчинения. Ну, все равно понятно, что будут работать местные люди, поэтому тоже хорошо. Поэтому были предложены, во-первых, дифференцировать, относиться к регионам России по лесопожарной опасности и изменить зону контроля. В советское время соотношение было другое. До 45% тушилось активно. То есть то, что сейчас говорится, 100% тушить, это не получится, потому что есть регионы, которые наша авиатехника только туда долетит и обратно должна возвращаться. Поэтому надо, конечно, понимать, экономика диктует, но такой процент, который сейчас, это нереально. Или Россия должна признать, что она постоянно будет гореть, эта территория, или должны успокоиться и психологически не воздействовать. Заканчивается тем, что ищут крайних, и всегда эти крайние не федеральные структуры.
Поэтому в этом плане вот установка, которая была дана, это то, что качество жизни в этом году фактически из-за нормативных проблем она стала хуже. Ну, в реальности. Какие показатели качества жизни зависят, это чуть попозже. А главнейшие факторы, которые есть у нас в Якутии, которые после пожаров может трансформироваться и сыграть большую роль в ухудшении качества жизни, это мерзлота, о котором расскажет Иван Христофоров. Я отвечу на один вопрос. Мне хотели задать вопрос. Да, я считаю, в большом масштабе это было нагнетание. Люди, которые дали... Я отвечаю на ваш вопрос, вы задали вопрос, я отвечаю. Давайте я отвечу. В большом масштабе на федеральном уровне люди, которые делают такие вещи, как у вас самый крупный в истории человечества пожары, вы несете ответственность за огромный выброс углекислых газов в атмосферу, вы виноваты в том, что вы не тушите. Это было и западное влияние, и федеральное влияние очень многих структур, которые не стремятся к поднятию статуса Российской Федерации. Для интереса, Калифорния горит 4,5% ежегодно. Калифорния, и это у них норма. Есть сайты, которые показывают термоточки, то есть где сейчас идут пожары. Все знают, чем отправлялось людям, которые у нас в Якутии тоже говорят. Это. Посмотрите, в Калифорнии до сих пор куча термоточек. До сих пор она горит и еще будет гореть. А в Якутии большинство термоточек уже меньше стало. Сейчас еще есть еще определенные ситуации. То есть, давайте объективно, у них тоже есть огромные пожары, которые они тоже тушат. У них не получается. Но почему-то они, фонд нашего великого Ди Каприо и так далее, имеет право говорить, что мы сделали самое страшное. Они сделали не меньшее, но почему-то они видят соломинку у нас, на огромной нашей территории, наши леса, по сути, они выделяют больше кислорода. То, что мы горели, 2% с половиной, 3%, это все равно не позволяет считать, что они могут так вмешиваться и говорить эти вещи. Я считаю, в глобальном плане мы, конечно, испытывали проблемы и так далее, но, по сути, в глобальном плане это нагнетание этой ситуации. Я рассуждаю с других позиций. И имейте в виду, что, проезжая мимо пригорода Уфы, я испытываю качество воздуха, влияние гораздо хуже, чем здесь во время лесных пожаров. Вы там просто не были. Там невозможно проехать. Там от химических заводов просто окна в автобусах закрывают. Вы просто не сравниваете ситуацию. Вы живете в экологически относительно чистом регионе, где 33% особо охраняемых территорий, которые свободно дышат, выделяют кислород. Поэтому, пожалуйста, езжайте в Кузбасс, езжайте в Подмосковье, около свалок. Вот Ваня в Москве в докторантуре проходит, там в Москве в некоторых регионах окна закрывать надо и так далее. Так что, ребята, все относительно. Теория относительности. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Что? Потому что у них очень маленький бонитет и очень маленькая продукция. Чтобы достать качественную продукцию, нужно столько средств затратить. Инфраструктуру, дороги, вывести, бензин, расход. Они когда подсчитывают, они плачут. Им легче не рубить этот лес. А это нормативная территория, уже установлена Российской Федерацией. Это не наш, это закон, кодекс. Нет, их по закону даже запрещается туда летать и тратить деньги. Это считается нарушением бюджетного кодекса, это возбуждение, в том числе административных дел и нецелевое использование соответствующими штрафными санкциями. Хорошо, спасибо, друзья. Давайте мы Спасибо. продолжим. Да, конечно, Да, тема, Иван она Христофоров очень... скажет. Хоть и лето у нас закончилось, но она актуальна для нас. Олег Исаева нету, да, сегодня? Исаев. Хорошо. Тогда сейчас мы передаем микрофон Ивану Христофорову, докторант МГУ. Он тоже нам расскажет про такую важную тему, связанную с экологией. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые участники мероприятия, торжественно посвященного 3-летию точки кипения. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
Меня слышно? Да, и поздравляю, это замечательное место, где мы тоже проводили несколько мероприятий. И желаю процветания и успеха в работе. Сегодня я хотел очень коротко, потому что вообще этот доклад вообще о климате и мерзлоте можно говорить часами, но меня попросили очень сжато рассказать о вообще влиянии климата на мерзлоту. Поэтому вот здесь вот такой небольшой короткий доклад, возможно, он будет достаточно такой отрывистый, потому что здесь будет представлено, значит, по климату очень коротко расскажу, потому что не буду повторять предыдущих докладчиков, также о мерзлоте. И практически примеры, все я не смог привести, потому что это займет очень много времени, но конкретные примеры касательно инженерного части приложения и там влияния лесных пожаров на мерзлоту. Вообще по климату, несколько слайдов буквально, это, как я уже сказал, что основные причины климата, сейчас уже ученые подтвердили, что действительно идет потепление, и это достаточно уже давно провели. Есть такая специальная международная группа, которая проводит такие обширные доклады, и я могу сказать, что общественность сильно прямо начала переживать, в СМИ очень такое пошло всплеск, это как раз в 2018 году вышла спецдоклад вот этого международной группы ученых о климате, где он так и назывался «Глобальное потепление на 1,5 градуса». И это все СМИ мировые взяли, и начал большой. На самом деле это давно проследует, видно, что здесь примерно с 1976 года тренды сильно поменялись. Вот было здесь видно, что в России идет такой пилообразный график, но тем не менее у нас в России быстрее идет, температура повышается достаточно. Именно вот с 1976 года тренды как раз увеличатся раза в 2-3. Почему это происходит? Основные причины это, не считая мелких, 4. Это первое, конечно, это от Солнца, активность Солнца. Далее это вулканическое извержение, то есть это в глобальном смысле. Третье, это, конечно, связано с космическими, то есть орбитальные, в зависимости положения Солнца и Земли, и других объектов, которые тоже влияют, практически это космическое. Не говоря уже о широких атмосферных ливнях, бомбардирование, допустим, нашей атмосферы разными элементарными частицами. Но четвертое, такое, которое влияет, допустим, на эти 3 человек не влияет никак, это природное явление. Четвертое, это, конечно же, содержание, грубо говоря, это парниковые газы, это состав в атмосфере, где, конечно, человек влияет, и он выделяет, грубо говоря, из парниковых газов. Основной, конечно, из них это диоксид углерода. И вот этот СО2, грубо говоря, можно привести здесь в 2016 году, в 2015 году она вышла, допустим, это Парижское соглашение о сокращении выбросов, потому что было проведено исследование, 80% парниковых газов выделяет 20 передовых стран. И именно вот эта большая 20 должна привести вот то, что приводили примеры предыдущие докладчики по поводу ферм и прочее. Мы должны уменьшить выбросы углекислого газа, чтобы температура не повышалась. То есть это действительно мы можем сделать. Касательно все-таки, какая температура у нас в Якутии, здесь представлен график, это исследование Скачкова Юрия Борисовича, тоже Институт мирозаведения. Здесь видно, вот говорили несколько температур, как же изменяется. На самом деле вот его примерное, это, конечно, тоже статистические данные гидрометслужбы. Здесь видно, что Якутск это 3 градуса. На самом деле, конечно, якутские здания и прочее, это идет тоже, здания дают тепло, то есть это, грубо говоря, датчики, которые стоят, они не фоновые, то есть они имеют небольшое изменение, связанное как раз с антропогенным фактором, с наличием что самой город тоже выделяет тепло. И так примерно в целом видно, что тренды за последние, грубо говоря, 1966 года, 30-40 лет, они идут на потепление климата. И, конечно же, это будет влиять и на мерзлоту в том числе. Что такое мерзлота? Как уже говорили, это, конечно, не лед и прочее. Лед это породообразующий минерал. И, грубо говоря, вот у нас карта распространения, это порядка 35 миллионов квадратных километров. Это, грубо говоря, на 12-13 территорий республик. Это вот в северном полушарии, включая Антарктиду и так далее. И карта распространения, грубо говоря, у нас 65% территории Российской Федерации это мерзлые, говорят, раньше говорили вечная мерзлота, но у нас ничто не вечно в длинном периоде, и поэтому говорят сейчас многолетняя мерзлота. И если посмотреть, то практически 98% Якутия полностью она находится в зоне распространения мерзлоты. Конечно, есть, давно изучают процессы, и вот есть 2 основные международные программы, это GTNP, это Global Terrestrial Network Permafrost, это всемирная сеть для наблюдения за мерзлотой. Она появилась относительно недавно, с 2007 года по 2016 год, около 120 датчиков
бурят, то есть глубокие скважины, измеряют каждый метр и проводят анализы. И провели анализы, что действительно там на 0,3 градуса изменяется температура именно на мерзлоте. Вот эти вот датчики все расположены на всех странах, континентах. Но вот здесь это, во-первых, очень мало датчиков. Подробный анализ, кстати, вот Никита Иванович Тананаев провел. Вот ссылка, вы можете посмотреть. Там очень подробно идет анализ, что будет и что происходит с мерзлотой, связано с климатом. Также есть отдельная программа CALM. Это мировая сеть за наблюдением активного слоя. Это приповерхностный слой, который действительно сильно влияет на наше градостроение, инженерное приложение и прочее. Что происходит, когда у нас тает мерзлота? Конечно же, первое – это территория теряем. То есть каждый год мы теряем 11 квадратов, значит, это только в Восточной Сибири, квадратных километров, это в год. Происходит термоэрозия берегов, то есть отступает у нас. Не буду останавливаться. Отдельно это, конечно, изменение ландшафтов. Это очень сильно видно именно в центральной Якутии. Вот, грубо говоря, есть площадка исследования, которой Федоров Александр Николаевич занимается. С 93 года каждая фотография – это каждые 5 лет. Это очень показательно видно. Значит, появились байджараки, это по причине повторно жильников, я объясню, почему это так происходит. Потом увеличивается, значит, термокарстовое озеро, увеличивается, и каждые 5 лет, грубо говоря, появляются вот такие аласы. Это процесс буквально 30 лет прошло. И поэтому средняя у нас температура на глубине 3 метров тренда. Я же говорю, что всегда идет все циклично. Это глобальное потепление сейчас происходит, потом будет похолодание, до этого было тоже похолодание. То есть там разные периоды. Если посмотреть, что у нас земной шар 2 раза полностью покрывался льдом. Это 3 миллиарда лет назад и 800 миллионов лет назад. Конечно, это наша жизнь, наше вообще человечество, до этого в этот период человечества не было. Поэтому все циклично и говорить, действительно, как уже сказал Михаил Михайлович, что прям поднимает ажиотаж, это не стоит. Это, в принципе, природные процессы, которые человек сильно на них не влияет. Здесь видно, что у нас просадки происходят, грубо говоря, до метра доходят просадки. И что это дает? В целом, конечно, это влияет на жизнедеятельность человека, на качество жизни человека в Якутии, на севере, где распространена мерзлота. Вот как раз это полигональные жилы. Когда они вытаивают, происходит просадка территории, и такие происходят явления. Вот эта фотография с BBC была тоже большая передача касательно разрушения термоэрозии ландшафта и поверхности земли. Что такое повторно жильный ильдей? Здесь видно картина срез. Грубо говоря, территория кажется, как будто она нормальная, но видно здесь жилы. Они образуются путем растрескивания, попадает вода. Вода, когда замерзает, увеличится на 10%, и постепенно, в течение ежегодно, в течение 100, 200 и больше тысяч лет происходят такие клинья, жилы, которые находятся под землей, грубо говоря, если просто сказать. И эти жилы, когда вытаивают, эта сверху земля, пачка, она просаживается, и получается вот такие ландшафты. Чем это чревато? Мы теряем, в том числе в Центральной Якутии, по-моему, примерно 50%, я могу ошибаться, если меня коллеги подправят, примерно 50% в Центральной Якутии мы теряем пашни. Грубо говоря, здесь стоит автомобиль, УАЗику сложно проехать. Здесь, не говоря уже, сельхозтехника не может работать. Здесь нельзя проводить какие-то работы и прочее. Не говоря уже о выделении парниковых газов и прочее. Как тоже необходимо, 50% еще есть и необратимый, этот процесс уже будет идти. И те пашни, которые сейчас используются, они тоже будут деградировать. Что нам нужно сделать, чтобы они такими не стали? И это тоже, я предлагаю это решать вопросы. На самом деле есть решение, это, грубо говоря, убирать снег. В декабре убирать снег, тогда тем самым мы повысим мерзлоту более, порода, которая там находится, на 2 градуса, и тогда эти процессы мы остановить, может, не сможем, но мы продлим этот процесс на десятилетия. Грубо говоря, нам 50-100 лет таких процессов не будет. Далее это, конечно, затопление территории. У нас находится, есть карта, я представлю сейчас. Грубо говоря, здесь раньше, когда хоронили людей, была нормальная земля. Потом, когда вытаивает, как я уже говорил, образуется дюда по-якутски, это образуется, заболачивание территории происходит. И есть карта льдистости. Вот она представлена. Чем, грубо говоря, синее картинка, тем это объемная льдистость, то есть содержание льда в породах. И видно, что у нас заречье, как раз центральной Кочи, почему очень в Чурапче проблемы, в Амге и так далее, это здесь как раз объемная льдистость, она высокая,
А там вот в Вилюйской группе улусов, где есть там Тукуланы, это северные как бы пустыни, края пустыни, там в принципе таких процессов не будет. И у нас в районе города Якутска на 100 метров земля, конечно, не упадет, потому что здесь долина Туймана, здесь песок, Бестяжская терраса, здесь нету таких серьезных подземных льдов, и они не будут вытаивать вне зависимости от температуры. Здесь у нас, конечно, другие проблемы, но они не такие, как глобальные, как в Батагайской впадине где-то, где здесь видно, что здесь очень такие сильные листые грунты. И таким образом, вот эта территория 70% необходима для развития, для обустройства на Якутии, необходимо специальное отношение к его освоению. То есть нужно грамотно подходить ко всему, к градостроению, к линейным сооружениям и так далее. Касательно лесных пожаров, буквально небольшое, мы проводили исследование. Конечно, у нас 5 миллионов гектаров леса в 2020 году, 21, но это площадь лесных пожаров. Это не означает, что все уничтожено, выгорено. Там бывают низовые, верховые, все равно леса остаются. И, грубо говоря, нельзя, как бы тоже здесь уже было сказано, в принципе, у нас 256, по-моему, миллионов гектаров, это в Якутии только лесные угодья. Поэтому это всего 2,5 меньше 2 в прошлом году, как бы было это загорает. Это естественный процесс, это нужно для того, чтобы дальше росло. Международные ученые исследуют действительно повышение растительности. Есть такой индекс площади листа, как бы, грубо говоря, и он повышается, и за счет по нему определяют, что у нас углекислый газ увеличивается. Это естественный процесс, углекислый газ, диоксид углерода нужен для фотосинтеза, для растений и прочее. Это как бы и пожары были и до человеческого появления и так далее. Это как бы естественный процесс, ничего в этом такого серьезного нет. Но у нас вопрос, как же все-таки меняется? Да, меняется, но насколько интенсивность его, насколько он будет менять, и у нас основные вопросы связаны, как лесные пожары влияют на сезонку, сезонно-талый слой, который как раз влияет на все вот инженерные сооружения. И мы вот объект исследования выбрали вот Шестаковка, вот город Якутск. Ну, это не буду рассказывать про что там, какие там леса и прочее. Это, конечно, тоже любой ландшафт, почвенно-растительство, это очень все зависит. Как бы. И вот красным обозначен как бы пожар, прошли профиля, где есть пожар, где нету пожара, и определить, насколько все-таки сезонно-талый слой ограничится. Конечно, человек всегда, допустим, в ближайшие территории, где населенные пункты, помогает, чтобы не распространился. Здесь вот минеральная полоса, она остановила пожар, здесь прошел низовой пожар, деревья сохранены, но тем не менее затемнение площади, она, конечно, усиливает солнечную радиацию, и теплота солнечной радиации попадает более интенсивно, чем есть растительный там, мох там, и прочая растительность. Ну, это касательно геологии это тоже зависит, потому что обязательно там теплопроводность, теплоемкость тоже все учитывается. И вот профиля, вот, грубо говоря, это было в июне, только прошел пожар, 8 июня мы сделали сразу съемку, пробурили профиля, скважины определили, и потом уже 8 октября через 3-4 месяца провели вторую съемку и определили, насколько глубже протаивает. Вот появляются такие небольшие толчки, вот они, и, грубо говоря, где прошел пожар, сезонно-талый слой немножко увеличивается. Таким образом, вот видно здесь, вот, допустим, если здесь на уровне там 3,5, то где прошел пожар, он как бы глубже. И вот отдельная картинка, вот конкретно по этой полосе, здесь был профиль сделан, как раз где я стою. И вот на 30,03 метра увеличилась сезонно-талый слой в том месте, где прошел пожар. Но я могу сказать, что вот этот низовой пожар, он достаточно такой, слабый, в зависимости от уровня, от мощности пожара. И у нас исследования проводили Скрябин, Варламов, сотрудники Института мирозаведения, что лес потом здесь растет, значит, интенсивная растительность, она защищает, то есть природа сама себя регулирует. И поэтому здесь вот этот лес, мы считаем, что в течение там, порядка до 10 лет он восстановится. В более крупных пожарах лес восстанавливается до 50, до 60. Это исследование тоже есть, это в принципе вот, теплофизики все считают. И лес себя восстанавливает, и восстанавливается мерзлота, то есть никаких таких серьезных процессов не происходит. Вот представлен талик вот так вот. Что такое талики? Как бы? Это надмерзлотные талики. Есть подземные воды, у нас в районе города Якутска это 250-300 метров мерзлоты. Под ним есть подземные воды, артезианские источники и так далее. Также есть межмерзлотные, то есть внутри мерзлоты есть воды, а есть поверхностные. Вот поверхностные воды, они вот так вот представлены. Допустим, это сезонно-талый слой, сверху зимой промораживается сезонно-мерзлый слой, талик остается. То есть, грубо говоря, иногда бывает такое, что лесной пожар сильный прошел, и у него остаются перезимки. То есть они начинают уже вот талые зоны. Они начинают съедать эту мерзлоту и так далее. Также касательно буквально несколько примеров инженерного приложения, как влияет вот наша мерзлота на нашу жизнедеятельность. Это река Восточная Хандага, Нежданинский мост. Вот здесь видно, что вот здесь выпучила вот эту сваю. Это было давно, вот, это вот палатка, вот я стою. И вот нам сказали, почему вот причина все-таки, что произошло и почему он стал в аварийном состоянии. Мы провели георадарные работы, там геофизику, и определили, что вот на коренных породах вот здесь как раз скапливается вода, а Восточная Хандага это северная река, и она промораживается. То есть
И здесь вот образуя, грубо говоря, лед, переходя в фазу, вода, переходя в фазу твердого льда, он начинает постепенно выпучивать, ну, то есть увеличивается в объемах. И постепенно вот этот кус-свай начинал подниматься, вот он представлен здесь, и выпучивая уже как бы вот эту саму автомобильную дорогу. Также потом провели уже реконструкцию работ, мы определили причину, и увеличили они, грубо говоря, ростверк и поставили 12,5-метровый. Но здесь была другая задача. Заказчик не присутствовал при установке и попросил для нас дополнительно провести исследование, определить, насколько все-таки длина свая. Как бы это уже инженерная задача. Мы ее определили, ну, вот поставили здесь как бы тоже георадарное исследование, и вот там плотности, до точностью до 0,5 метров мы определили его как бы глубину заложения. В принципе, проектное было, решения были подтверждены, и заказчик получил, исполнитель получил как бы, ну, финансы от заказчика. Касательно отдельная тема, конечно, автомобильной дороги, здесь сильно останавливаться не буду, но вот это вот как раз наша дорога, которая раньше страшная картина, сейчас она, конечно, уже более качественная, полностью это ледовый комплекс, выработали, убрали его и поставили уже нормально, чтобы не было там таких серьезных просадок. Конечно, вот это тоже это разнообразные геологические процессы происходят, вытаивание, и идет нарушение полотна. Допустим, также есть опасные явления, как термосфузионные воронки. Это вот в районе вот как раз трассы А300, ну, М56, по-моему, в сторону Тынды. Здесь вот, грубо говоря, вот такой лес стоит, и мы не знаем, что произойдет. Через несколько лет проходит небольшая воронка, как бы. Потом идет, ну, уже серьезная термосфузионный процесс, это вынос пород и проваливается территория. Да, это есть, как бы, если есть какие-то выносы пород. Вот, к примеру, вот здесь в Лохан-Тарын, вот, автомобильная дорога А360, вот сделали несколько профилей, вот здесь видно, что какие-то были провалы, и мы хотим посмотреть, все-таки он идет в эту сторону или нет, то есть подземные воды как работают. Вот дневная поверхность, сезонно-талый слой, и мы определяем, можно геофизическими методами определять, где будет провал. Грубо говоря, вот здесь вот идут пустоты, вот здесь, вероятно всего, через несколько лет вот это упадет, ну, достаточно сильно. Грубо говоря, также есть комплекс методов геофизических, можно его применять, или томография, георадар. И вот вы находите такие вот, грубо говоря, как трубопроводы внутри мерзлоты, это межмерзлотные, надмерзлотные воды. Таким образом можно картировать талики. Это тоже очень актуально вот такими профилями, здесь видно, вот, талики картировать. Актуально и в городе. Допустим, здесь есть опасное явление, как криопеги. Криопеги – это минерализованные, то есть засоленные воды, которые не замерзают. У нас температура мерзлоты колеблется там, минус 4 градуса, минус 7 градусов и так далее. И эта вода, они не замерзают до минус 13, они мигрируют. У нас есть участки, я не буду называть какие, где есть криопеги, где устанавливают 12-метровую сваю, и она тонет. То есть она должна стоять на мерзлоте, чтобы удерживать здание, а она тонет там и наклоняется и так далее. Такие участки есть, и мониторинг за такими участками не производит. В советское время Институт миростроения проводил этот мониторинг. Его нужно восстановить, и при разговоре с главой города Якутска это было, он абсолютно согласен, и у них в планах восстановить мерзлотный мониторинг, как бы, то есть по сути, вот, учитывая вот это глобальное потепление, чтобы качество жизни повысить, в том числе у нас, допустим, 30% населения Якутии живет в Якутске, необходимо под каждым, ну, грубо говоря, в идеале, под каждым домом должно быть несколько скважин, которые измеряют онлайн температуру, и жители знают, допустим, вот здесь температура у нас, значит, повысилась, необходимо провести какие-то меры. Такие меры есть, это СОУ, это сезонно охлаждающие устройства, которые промораживают под зданием мерзлоту. Яркие примеры у нас на 202-м, это 19-й корпус, который наклонился, наша известная Пизанская башня. Да? Это там тоже было, вот, допустим, связано с таликами, то есть сталыми породами. У нас другие примеры, это по первому принципу. Второй принцип – это 203-й микрорайон. Там другие задачи, там без сохранения мерзлоты, но необходимо, чтобы не проникали воды и не замерзали, потому что опять фазовый переход – это очень плохо влияет на устойчивость зданий. Отдельная тема, вот это ледники, тоже мы занимаемся, это южные ледники хребта Кадар, Забайкальский край. Ледники очень четко реагируют на потепление климата. У меня 2 минуты, 1 минуту. Мы проводили исследования тоже, и в принципе МГУшники исследовали касательно площади по спутниковым съемкам, раньше там, в 50-е годы они сами ходили, там измеряли, но никто не знает, какова ее глубина. И такими георадарными профилями, вот, допустим, видно здесь каждые 20 метров, это вот метка, ледник и ложа ледника, и можно определить его мощность. И мы определили в точке А, вот эта максимальная мощность ледника составила 99 метров. То есть можно такую структуру, то есть, грубо говоря, это такой ледник, который очень четко реагирует он не на большой высоте, реагирует на потепление климата.
И вот последний слайд касательно, как же можно все-таки применять вот эту мерзлоту и, там, и прочее. Все вы знаете, ну многие знают, что и у нас в Якутске есть совместно с Институтом биологии проект был, это криохранилище. Там Институт еще горного дела Севера применял тоже, это криохранилище семян. Это как Ноев ковчег для того, чтобы сохранить, идет когда мутация там разнообразная, либо если будет какая-то, не дай бог, конечно, катастрофа, когда там большое количество семян у нас как бы, ну, испортится, то можно будет вытащить. Таких вот криохранилищ много по России. Как бы. Но один из них у нас находится в Якутске. 2. Ну, по-моему, в мире много, в России 2, по-моему. Да, по-моему, в Скандинавии там есть несколько. Ну, в общем, это вот когда приезжал у нас экс-министр науки профессионального образования Российской Федерации Михаил Михайлович Котяков, он очень оценил как бы, вот эти два проекта. Один криохранилище, он говорит, надо распространить, потому что влажность и температура минус 4 градуса – это оптимальные условия для хранения семян. Здесь же на слайде я хотел бы показать, что на самом деле фазовый переход воды, когда он выпускает большое количество энергии, и его можно использовать для гаражного строительства. Вот экспериментальный гараж представлен. Здесь внутри стоят такие сосуды. Параметры здесь указаны. Вот эти сосуды, здесь налита обычная вода. И когда вода, здесь никакого электроэнергии нету. То есть даже, ну, можно, конечно, освещение здесь сделать. Все полностью теплоизолировано. И вот эта вода, когда переходит в лед, она дает энергию. И этой энергии хватает, чтобы до апреля месяца здесь в гараже была температура порядка минус 2, минус 3 градуса. Это очень классная температура для техники, чтобы фазовый переход не было, чтобы машина тоже там не менялась. И вот это можно применять в арктических районах, где невозможно, допустим, добыть электроэнергию. Там вода есть везде. Как бы воду закачал, летом вытащил, летом можно использовать как морозильную камеру, ну, как холодильник. Либо вытащил их, здесь она обратно тает, и потом обратно занести. Здесь можно ставить крупную, допустим, горно-обогатительную технику. Минус 5 градусов. Вот эта технология вот только недавно получили, там, года 2 назад патента. Это Куваев и Кузьмин Георгий Петрович, известный у нас как бы исследователь именно по инженерке. И вот это, в принципе, сейчас, конечно, задача стоит большое количество объема, конечно, берет, по-моему, треть территории гаража, берет вот эти сосуды. Но их можно поднять наверх, положить вниз и прочее. То есть это уже такие технические решения, которые необходимо нам тоже и использовать вот это, ну, в районах Крайнего Севера и так далее. Поэтому, да, у меня время закончилось. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я могу ответить. Да, спасибо, Иван. Спасибо большое, очень интересное выступление. Мы хотим вам объяснить, да, вот очень много прозвучало про экологию, окружающую среду и вообще ситуацию с экологией у нас в республике. Изначально, да, мы экологическую такую часть хотели здесь вам преподнести, и это вот информация к сведению. Дальше мы, работая по проектной, ну, в рамках проектной сессии, мы будем работать над не совсем экологией, но мы экологию должны учитывать, да. Вот. И сейчас Михаил Михайлович еще расскажет про показатели относительно этих. Презентацию я отправлял. Да, ну вот качество жизни – это интегрирующая вещь. Очень много есть параметров. И вам дадут в каждую группу несколько таких, значит, бумажных вещей. Это для того, чтобы вы имели в виду. Каждый ваш трек влияет на что-то. Например, значит, трек образования влияет на работу, на отдых в том числе. Это влияет на такие вещи, связанные даже с экологией и так далее. Потому что каждый из трек, он многокомпонентный. Я понял, что презентацию мы так и не сможем сделать. Сейчас будет. И поэтому я... Просто там она очень простая, и фактически там есть... Можно первый поставить, и остальное вы в листочках посмотрите. Лучше объяснить, потому что модераторы видео вот это сейчас не поняли. Лучше объяснить. Хорошо? Ну, это, мне кажется, просто буквы читать надо. Так, вот на этом достаточно остановиться. Вот это показатели, которые используются для оценки качества жизни. Мы, как существа, должны иметь вот эти условия. Если у нас они есть, и их можно... И дальше там есть слайды, которые разбивают их на более маленькие детальные. И есть куча исследований, которых методик, их больше даже 20, где это все превращает в баллы, в индикаторы, делают рейтинги в масштабе страны. Якутия находится по одной методике рейтинга, который
ну, не совсем государственные, но они такие объективные, на 71-м месте среди 85 субъектов Российской Федерации. Но вот верить этому или не верить уже ваше дело. Есть общероссийские показатели, ну, и там все эти параметры, обратно, пожалуйста. Так, есть критерии, которые их считают на равных, потом суммируют. Можно ли так делать, тоже сложновато, но по сути вот это те критерии, которые существуют, и качество жизни, и треки, которые на себя точка кипения берет, она во многом вот здесь представлены. Ну, я хочу остановиться на таких вещах, как образование, предположим, да, то есть образование тоже влияет на работу, влияет автоматически на жилищные условия, доход, поэтому, ну, вот здесь еще есть работа и отдых, это сочетание такие, это влияет на здоровье, на удовлетворенность. И, соответственно, с этим связано. Человек, имеющий определенный уровень образования, имеет определенное понимание своих гражданских прав, он состоит в определенных обществах. То есть я хочу сказать, что вы все сейчас будете работать в группах и должны продумать с позиции, как ваш трек повлияет на качество жизни населения. На самом деле люди, которые живут в Якутии, мы считаем, что нам здесь нормально, нас устраивает эта ситуация. Мы имеем определенные плюсы, определенные минусы. Приезжая каждый в какой-то регион России, мы тоже оцениваем и сравниваем, беседуем даже с людьми, как у них, как у нас. И каждый по-своему понимает это качество жизни. Я, например, так получилось по жизни, начал учиться здесь, перевелся в Ленинград, провел в европейской территории почти 4 года, вернулся сюда обратно, здесь работаю. Приезжая фактически на европейскую территорию, ну, фактически на свою своеобразную малую родину, я, честно признаюсь, больше 3 недель я там не выдерживаю. Мне там уже неинтересно в плане находиться. Да, конечно, есть там определенные плюсы, но все равно какие-то параметры перетягивают меня сюда. Ну, в первую очередь, конечно, это семья, это жилищные условия, удовлетворенность и так далее. Иногда отдельные эти моменты перетягивают все остальные вещи. Поэтому все это достаточно субъективно, но, с другой стороны, качество жизни, оно должно повышаться. И здесь еще есть методики, по которым есть такое понятие, как география. Географию надо понимать в широком смысле. Арсений Сергеевич, когда только стал главой, он сказал, такое понятие ввел – географическое неравенство. Может быть, кто-то до этого говорил, я просто у него запомнил. Географическое неравенство у нас во многом сейчас меняется. В частности, географическое неравенство – это когда люди в селах чувствовали, что они не могут дозвониться, что очень дорогая телефонная связь и так далее. Сейчас самая любимая связь любых бабушек – это WhatsApp, звонок, видео. В любой момент точку мира можно сделать. Поэтому все меняется, и Министерство инноваций в этом плане один из драйверов развития. Прекрасная мысль, что можно делать бизнес в Якутске, и примеры этому индрайвер Майтона и другие структуры, которые имеют международную сеть, но все равно базируются здесь, и в этом плане что-то, видимо, их удерживает. Удовлетворенность, качество, патриотизм. Это как раз мы хотим в процессе стратегической сессии рассмотреть. Спасибо за внимание. Вам всем дадут. Есть презентация, можно отправить в группы. Куча вещей, которые в чем-то измеряются. Тут много чего есть. На самом деле это так, детали. Это вам не для того, чтобы вы изучали. Просто вы должны знать, что вот эти критерии – это на что должно быть направлена работа в группах. Хорошо. Надо стремиться достичь более высоких показателей. Спасибо. Да, спасибо, Михаил Михайлович. Смотрите, вот эти показатели вы учитываете при заполнении шаблона. Сейчас я вам покажу шаблоны. Сейчас мы переключим ноутбуки. Вот. Тем, кто смотрит нас онлайн, мы продолжим лекции через минут 5. Мы подключимся и дальше продолжим
Кто мне когда обратно туда присылает? Раз. Ну, все поменялось. А ты почему здесь? Кликер, что дать? Сначала правый слог. Работает. Все. Все, начинаем, да? Запись? Да, все. Всем добрый день. Меня зовут Евгений Николаевич Попов. Я являюсь экспертом лаборатории биотехнологии, аспирантом ЯНИС и недавно стал генеральным директором ООО «Ксенос». Занимаюсь я, конечно же, биотехнологией уже примерно лет 7, и поэтому хочу вам рассказать о том, какие перспективы есть в биотехнологии, что мы будем делать в будущем и какие у нас будут успехи. Ну, биотехнология началась очень давно, это очень древняя такая отрасль знаний. Она началась еще в Древнем Египте, когда египтяне делали виноград. То есть они ходили голыми ногами по винограду и превращали его в вино. Это уже самая первая биотехнология. Сейчас у нас идет опять о вине. Интересный французский парадокс. Дело в том, что французы употребляют на 40% больше жира, больше масла, но при этом заболевания сердечно-сосудистой системы у них намного ниже, чем в США. Как это почему-то получилось, и ученые начали исследовать, оказывается, есть в вине такое вещество, ресвератол называется. Это особое вещество, которое для обезьян продлевает среднюю продолжительность жизни. Вот люди сейчас изучают, каким образом можно его добыть, не употребляя 10 бутылок вина в день. Вот. Как победили сахарный диабет? Это тоже биотехнологический метод. То есть суть заключалась в том, что люди начали использовать бактерии. Взяли, вырезали человеческий ген, который отвечает за производство инсулина, с помощью определенных векторов вставили его в бактерию, в плазмиду бактерии, и бактерия начала выделять уже человеческий инсулин. Таким образом, человек победил сахарный диабет первого типа. Все это благодаря биотехнологии. Ну, кто-то нас показывает, некоторые спекулянты говорят о том, что у нас недостаточно все страшно. Это вот человеческие организмы, которые вырастили, чтобы употреблять в пищу. Это Дуглас Диксон, книга называется «Антропология будущего». Но, конечно, наверное, все будет у нас хорошо. Еще одна большая проблема – это клонирование. Клонирование – это то, что действительно существует. Животных клонируют практически очень хорошо. Вот это у нас человек, который получил Нобелевскую премию и который впервые склонировал спортсовую лягушку. Знаменитая овечка Долли. У нее было 3 мамы. Одна мама дала ей яйцеклетку, вторая мама,
ядро яйцеклетки, вторая мама дала донорскую клетку, и третья мама дала суррогатную матерь. Конечно же, эшкадоль является копией той мамы, которая дала генетический материал, то есть ядро. Происходит планирование следующим образом. Есть так называемый прибор, называется микроманипулятор. Он пробивает клетку, удаляет ядро и вставляет новое ядро. В принципе, вот так все делается, но процесс достаточно сложный, клетки травмируются, многие клетки при этом погибают. И даже если ядро удалось нормально поставить в новую клетку, ядро должно прижиться. Этот процесс называется эндонуклеация. И всегда он происходит правильно. Через срок такие клетки умирают. Вот. До Долли погибло 277 эмбрионов. Так выглядела Долли при рождении, ее все любили, а теперь она выглядит вот так. Прожила она 12 лет и умерла от болезни легких. Ну, и с планированием тоже есть определенные проблемы. До Долли 277 эмбрионов не родились. Часто бывают различные дефекты, это увеличенная плацента, это различные грыжи. Ну и появилась тоже интересная идея, это так называемое терапевтическое планирование, когда берется, удаляется ядро, получается клон, и вот на стадии бластулы из него выходят вот эти вот клетки, стволовые клетки, с помощью которых можно лечить огромное количество заболеваний. Вот этот человек Металлипов первым осуществил терапевтическое клонирование человека. Он добавил кофе туда, кофеин, он стимулировал эндонуклеацию. Таким образом появился настоящий клон человека, с помощью которого можно было лечить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, нейродегенеративные заболевания, ожоги. Но есть проблемы этического характера, поэтому клонирование человека на данный момент у нас запрещено. На данный момент клонировано более 14 видов млекопитающих, японцы очень хорошо клонировали в свое время, пытались клонировать кита, но у них не получилось. Вот это вот все животные, которые у нас официально клонированы, это не считая растений и насекомых. Можно ли клонировать умершее животное, воскресить его? Это японская работа 2011 года. Это у нас замороженная мышка, которая пролежала 16 лет в морозильнике. Ее достали, нашли клетки, нашли ядерный аппарат и успешно клонировали. Это единственный случай. Поэтому, когда говорим о клонировании мамонтов, который пролежал более 1000 лет, более десятков тысяч лет в нестерильных условиях, то, скорее всего, там практически нет полезного генетического материала. Ну, японцы у нас очень хороши в клонировании. Это Ясуфука, это отец 40 тысяч телят, и 30% всей породы это его потомки. Там говядина, популярно. Он жил и умер, его положили в морозильник в лабораторных условиях и клонировали его. Клоны, один, к сожалению, погиб из 4 телят, но 3 живы и продолжают дело своего отца. Это вот у нас знаменитый профессор Хуан, который у нас хорошо работает с университетом северо-восточным, он занимается клонированием домашних животных. У них есть определенный сайт, вот даже номер телефона, где они говорят, что нужно сделать, если вы хотите клонировать своего питомца. Вот это вот знаменитая лайк-клон, которая у нас в Якутии живет. Возможно ли заклонирование будущее? Очевидно, что нет. Дело в том, что клонирование неэффективно, и другие методы селекции позволяют более экономически целесообразно использовать. Поэтому за клонирование пока что ученые считают, что будущего нет. Но тема терапевтического клонирования до сих пор очень интересна. Пару слов о ГМО, генетически модифицированный организм. Ходят слухи, что ГМО это что-то опасное, что-то страшное, но это неправда. ГМО ничем не отличается от обычного животного, растения, которого вы увидели методом селекции. Это вот рыбки Данио Вэлио, справа у нас обычная особь, а слева клонированная может светиться. Мы переходим к другим новостям, которые у нас есть в биотехнологическом мире. Например, вот Идионелла. Идионелла – это бактерия, которая может перерабатывать различные виды пластика. Вот, это открытие, она была открыта японцами, японцы ей активно занимаются.
Якутии тоже есть определенные стартапы, которые направлены на экологическое продвижение. Вот, например, у нас использование насекомых, таких как Изофобус моллер, для утилизации пластика. Это вот концепт-арт, наша разработка. Это живая картина. Суть это у нас картина. Два стекла, между ними находится полистирол, либо пенопласт, и там находятся определенные вот эти вот наши жуки, насекомые, Изофобус моллер. Спустя определенное время они начинают съедать вот этот пластик, и на заднем фоне открывается картина. Вот живые картины. Проблема клещей, да? Клещи у нас очень сильно увеличиваются, популяция клещей, с юга приходят новые виды, и если для ранней, для Якутии достаточно все было хорошо, то теперь у нас с клещами возникают определенные проблемы. Дело в том, что клещи у нас переносчики ряда заболеваний, которые опасны для человека, но если энцефалитом болеет менее 1% популяции клещей, то такие заболевания, как бабезиоза, или пироплазмоз, которые очень опасны для животных крупного рогатого скота, для лошадей, то вот эти вот клещи могут очень сильно повлиять в будущем на популяцию данных промысловых видов. Помимо того, что есть иксодовые клещи, у нас есть еще и паутинные клещи, которые тоже начали активно распространяться. Вот паутинный клещ, он является вредителем огромного спектра растительных культур, в частности для дикой смородины. Но есть биотехнологические подходы, которые позволяют контролировать численность паутинных клещей. Это у нас так называемый клещ фитосид. Фитосид – это хищник, который может есть вот этих вот паутинных клещей. Одна самка за день съедает более 30 таких клещей, питаются тлями, и это очень хороший биотехнологический подход для регулирования численности вредных видов. Тоже интересный стартап. Это у нас свиньи. У нас есть две мощные свинофермы. И свиньи выделяют очень много фекалий, которые пахнут своеобразно и являются достаточно негативными. Но есть мухи, это муха, так называемая люцилла цезарь. Ее личинки активно могут утилизировать данные виды отходов. И этим уже занимаются люди из Минска. Вот. В Германии уже начинают, Adidas уже начинает плести кеды из паутины. Очень интересный проект, это называется улитка Дрейсера, это небольшой моллюск, 2-3 сантиметра, который очень хорошо фильтрует воду и очень быстро размножается таким образом, что может покрыть собой все дно водоема. Но они также, как люди, болеют лейкозом, то есть их можно генетически заразить. Тем самым они будут, получается, фильтровать какие-то загрязненные водоемы, и популяция будет контролироваться тем, что у них будет участвовать гел, который будет отвечать за развитие рака. Интересный американский проект – это мебель, сделанная из грибов. Вот этот вот гриб, похожий на наших трутовиков, родственник, его гифы начинают склеивать в твердую конституцию какие-то отходы. И из отходов формируется вот стол. Или вот опять же японцы, они сделали генетически модернизированные яйца, которые богаты интерфероном человека, бета-интерфероном. Вот. Есть интересные тоже такие подходы. Это у нас задняя часть коровы. Было замечено, что если нарисовать глаза на задней части коровы, то на такую корову не будут нападать хищные животные. Также биотехнологи ответили на вопрос, почему зебры полосатые. Было огромное количество теорий на этот счет, но сейчас доминирует теория о том, что вот такая вот окраска, она не воспринимается мухой. То есть муха ЦЦ, которая является переносчиком сонной болезни, трипаносомоз, так называемый, она не замечает зебру и считает зебру неодушевленным объектом. Делали такие эксперименты в Японии, красили коров под зебру, и на таких коров меньше нападал гнус. Это у нас знаменитая кихотка, которая у нас может выжить где угодно, в кипятке, в космосе, в жидком азоте. В 2020 году, конечно, ей тоже пришлось не очень хорошо, но эту кихотку тоже можно использовать. Дело в том, что у нее здесь есть мощные стрессоадаптивные гены, которые сейчас исследуются для того, чтобы как это внедрить человеку. Вот тоже интересный объект, это голый землекоп. Интересное животное, является модельным организмом. Известно, что голый землекоп живет в
в 20 раз дольше, чем млекопитающего размера. Если мышь живет год, 2, то голый землекоп живет 20 лет. Стареет медленно, практически отсутствуют болевые рецепторы, страшными муками их подвергали ученые, доказали, что они практически не чувствуют боли. И в природе практически ни один из них не страдает раковыми болезнями. Конечно, ученым удалось заразить их. И сейчас активно исследуются вот эти вот животные и эволюция этих животных. И те гены, которые похожи на некоторые гены человека, и, возможно, за вот этим голым землекопом будущее, который позволит человечеству продлить среднюю продолжительность жизни и другие позитивные моменты. Это медуза, из которой делают пластырь. Она рано заживляется и очень быстро регенерируется. Тоже был интересный проект, это так называемая регенеративная медицина. Между этими животными общее то, что они могут регенерировать, кроме человека. Если человек получает ожоги, регенерация очень плохо, иногда практически не идет. А вот планария, это небольшой червь, очень хорошо регенерирует. Планарию можно разрезать на 100 частей, и с каждой части появится новый организм. Наверху аксолоты, он тоже может регенерировать, если ему отрубить хвост, у него вырастет новый хвост. Вот эти разработки у нас ведутся, то есть даже вырастили целую лапу аксолотля просто из клеток, и это потрясающе. У меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Все. Давай, времени. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с Левуном хотели бы представить немного результаты нашего участия в мероприятии, которое называлось «Архипелаг 2121».
который проходил в августе этого года в городе Великий Новгород. Там было несколько треков, и сегодня перед вами мы расскажем о треке, который назывался «Региональное технологическое развитие». Перед нами ставилась задача, чтобы каждый регион определился со своей ставкой. Ставка – это приоритетное направление развития, которое регион выбирает на некоторое количество лет. И посмотрев аналитические данные, посмотрев новостные данные, да, посмотрев разные источники, наша команда решила представить региону и участникам форума, да, такую ставку, как вот вы видите на экране. Ставка называлась «Якутия на фронте климатических изменений». То есть мы видим своей целью, чтобы Якутия могла как сохранить природу, свою природу, так и помочь сохранению природы на глобальном уровне. Ну, скажу о том, что Савина забыла сказать, что это проходило с июля по август, получается, было 3 трека. Сначала была университетская, потом уже точки кипения, и на третьем треке уже было региональное. На архипелаге приняло более 5000 человек, это студенты, предприниматели, стартапы и внешние эксперты даже были. Сейчас перейдем к нашей презентации, к слайду. Савина уже сказала про ставку. Почему мы выбрали эту ставку? Перед нами стояла такая задача, чтобы было и актуально, и уникально. Да? Наша территория в Республике Саха-Якутия уникальна, она самая большая на Российской Федерации, и актуальная тема была связана с пожарами. Мы хотели донести, рассказать про пожары. Вот на слайде видно результаты поджога леса за 2020-2021 год. Это мы на августе, это не последние данные. И решили именно про климат, упор сделать. Да? Если посмотреть на эту таблицу, красным отмечен именно Дальний Восток, регионы, получается, Амурской области, Республики Саха, Хабаровский. Выделили то, что в Якутии больше всего, быстрее всего мы ощущаем изменение климата, и из-за этого была наша ставка, то, что мы на фронте климатических изменений. Где-то в 4-6 раз быстрее общероссийских показателей. Давайте к обоснованию ставки перейдем. В Якутии драйвер глобальных климатических изменений, площадь и глубина вечной мерзлоты у нас в Якутии больше, чем на других регионах, территориях Российской Федерации и всего мира. 90% территории Республики Саха-Якутия находится на вечной мерзлоте. Также у нас есть наличие научного и кадрового потенциала. Это у нас единственный в мире институт мерзлотоведения имени академика Мельникова. Также есть институт у нас биологических проблем криолитозоны, лаборатория климатологии. Есть АГИКИ, АГАТУ, и Северо-Восточный федеральный университет. Якутия является участником российских и международных проектов по состоянию экосистем. У нас в поселке Черском находится кристаллический парк, занимается им Сергей Зимов. Да? Зимин. Также есть у нас нот Север. И эффективно у нас инновационная экосистема. У нас есть и технопарк, IT-парк, венчурная компания, и драйвер, Синец парк, корпорация развития, Алмаз-Банк, и далее, да, получается. Также Якутия реализовала программу по решению технологических задач крупных компаний, таких как «Вопросы» и «Северсталь». И мы выбрали именно усиление внимания к вопросам, связанным с НТИ, именно основные наши преимущества рынка НТИ, да, какие мы могли бы, можно так сказать, внедрять и
ну, упор делать вот на такие рынки, как Econet, связанные с технологией DevNet, технологией AutoNet, там, машины, транспорт и так далее, HealthNet и здоровье. Да? Вот главный упор мы на них сделали. Цель нашего проекта – это создать уникальную технологическую базу для решения глобальных вызовов. Продуктами у нас являются предсказание инцидентов, стихийных бедствий, пожаров, наводнений и так далее, и определение долгосрочных и краткосрочных трендов изменений климата, генерация технологических решений для адаптации к изменениям климата. Вот мы сделали такой проект называется «Живые цифровые модели природных экосистем». Сроки реализации до 2032 года. Какие мы эффекты от этого получим? Это сокращение ущерба от стихийных бедствий, увеличение площади пастбищных земель, уменьшение испарения парниковых газов. Качественные показатели – это будет сохранение природных экосистем, то, что делает плейстоценовый парк, развитие сельского хозяйства, появятся большие стада оленей, коров и так далее, да? И развитие технологий рынков НТИ. Весь архипелаг был связан именно с рынком НТИ, и упор делали вот именно на маяки рынков НТИ. Там были, ну, у каждого рынка есть свой маяк, да, основной как бы продукт, который они внедряют, и через 2-3 года он уже появится, и уже как бы идет реализация этих проектов. Вот. Наша команда, Семенов Анатолий был лидером, министр инноваций, да, вот, Алексей Василина, я, Стручков Курнева Майя нам помогала, и Александр Дауркин. Вот. Так, и что сейчас у нас есть, да? Это, ранее говорил про плейстоценовый парк, научно-образовательный центр «Север», стартап-экспедиция по поиску технологических решений для корпораций. Действующая технологическая система региона – это технопарк, IT-парк, акселератор для стартапов B8, университет, региональные банки и мелкие крупные технологические компании Якутии. Ученые мирового уровня у нас это по климатологии, единственный в мире институт по международной геофизики, математики и Северо-Восточный федеральный университет и другие. Да? Крупные партнеры Алроса, потенциальные инвесторы Колмас, Сургутнефтегаз, Триер Майнинг, Силвер Ресурс и Газпром. Это уже за пределами республики, получается. Также в Якутске у нас расположен секретариат Международной организации северных регионов «Северный форум», который состоится в конце сентября. Да, Северный форум устойчивого развития состоится уже в 3-й раз в городе Якутске в конце сентября. Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня мы представляем проект. На самом деле это только идеи. И тут представлены как крупные партнеры или как инвесторы те компании, с которыми пока нет договоренности, но которых мы рассматриваем именно как потенциальных партнеров и инвесторов. Вот. Но, конечно же, для того, чтобы проект был реализован, он должен иметь экономическое обоснование и иметь бизнес-модель. На первом этапе предлагается, что Якутия, уже имея технологическую базу, да, может предлагать на коммерческой основе готовые технологические решения под запросы крупных компаний, которые ведут работу на территории Якутии. И также ведут работу вообще на территории всей Российской Федерации. После этого данные деньги могут быть, и данные средства могут быть вложены как раз таки в технологии создания природной экосистемы, то есть мы подразумеваем в этом комплексную модель мониторинга, предиктивную модель стихийных бедствий и создание непосредственно экосистем, как это, допустим, делается в плейстоценовом парке. То есть берется определенная территория, и на ней выращиваются определенные растения, заводятся определенные животные для того, чтобы данная экосистема была живой. Вот. Кроме этого, 3-й этап подразумевает создание системы мониторинга и прогнозирования для того, чтобы у нас накапливались большие данные. Эти данные могут быть полезны не только для нашей республики непосредственно, да,
Но также мы думаем, что данные будут полезны как для России, так и для всего мира, поскольку, как вот Миргун сказал, мы, как северный регион, очень остро чувствуем те изменения, которые происходят в климате, да, последствия от изменения климата. Мы видим это в тайне вечной мерзлоты, мы видим это в пожарах, наводнениях и так далее. То есть, грубо говоря, то, с чем сейчас сталкивается Якутия, с этим же столкнутся и другие регионы мира, но позже. Поэтому Якутия в этом плане имеет некую возможность решить проблему у себя и далее помочь решить проблемы у других регионов мира. Кроме этого, для того, чтобы проект был экономически обоснован, предлагается рассмотреть возможность продажи квот на парниковые газы, что в принципе уже делается другими странами, да, и также данный проект поможет развитию сельского хозяйства. Вот. Кроме этого, мы думаем, что данный проект будет иметь притягивающие эффекты. То есть развитие данного проекта позволит развить такие рынки НТИ, как, например, Эконет, Технет, Автонет, Хелснет, Фуднет и так далее. То есть развитие данного проекта позволит именно республике вкладываться в развитие новых рынков, и эти рынки они могут быть реализованы как внутри Якутии, так и за ее пределами. Кроме этого, конечно же, данный проект, как мы думаем, будет способствовать развитию других отраслей. Например, это качественно новое развитие добывающей отрасли, поскольку всем добывающим компаниям необходимо следовать экологическим критериям, да, экологическим требованиям, требованиям нового времени, плюс развитие сельского хозяйства, приборостроения, микроэлектроники, строительства домов, да, промышленных объектов и так далее. Кроме этого, как мы говорили ранее, данный проект позволит выйти Якутии на глобальный уровень, то есть глобальный уровень по прогнозированию и решению климатических проблем. Это позволит качественно позиционировать наших российских ученых и экспертов. И кроме этого, данный проект позволит вовлекать в него также другие регионы Российской Федерации, поскольку те или иные задачи могут быть поделены между регионами России. Прежде всего мы говорим о регионах северных и арктических, вот, которые в первую очередь страдают от последствий климатических изменений. Кроме этого, плюс этого проекта в том, что он вовлекает в кооперацию бизнес, государство и науку. Конечно же, для того, чтобы данный проект развивался, необходимо развивать нормативную базу по регулированию торговли квотами на эмиссию парниковых газов. Но так как в этом заинтересованы и как регионы Российской Федерации, да, так и мировое сообщество, в принципе, все к этому и идет. На данном слайде вы видите возможный, опять же, говорю, что это потенциальное сотрудничество, да, приведено как пример на базе того, что уже есть у других регионов. Например, в Хабаровском крае есть технологии ускоренного роста саженцев, которые могут быть использованы также у нас на территории Республики Саха-Якутия. Есть в Егорском государственном университете технологии по системе мониторинга. Такие системы есть также у нас в республике, и в данном ключе может быть такая вот хорошая синергия по развитию именно технологий, что нам лучше подходит, что мы можем использовать. Вот. Кроме этого, например, здесь представлена Республика Удмуртия, которая, как оказалось, производит датчики, разные датчики разных категорий и нужд. И эти датчики, они также могут быть использованы
на территории республики. Потому что, конечно же, проект очень комплексный, и все исследования, все разработки, это довольно сложно сделать именно на территории отдельно взятого российского региона, поэтому необходима кооперация с другими регионами Российской Федерации и также, конечно же, международной кооперации. Здесь представлены те рынки НДИ, которые позволят развиться как республики, так и рынкам НДИ на территории Российской Федерации. Но про них мы уже также говорили. На данном слайде вы видите примерную экосистему проекта. То есть в центральной ее части вы видите республику Саха-Якутия. Здесь также представлены те компании, которые у нас уже есть и работают успешно на территории Якутии. Допустим, здесь представлен инновационная экосистема региона, да, которая включает в себя и точки кипления, и технопарк Якутия, венчурная компания Якутия, фонд развития инноваций, целый фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. Да. Кроме этого представлены частные компании, как, например, Райер, Майкона, да, и которые уже своими действиями делают вклад именно в развитие благополучия человека здесь, у нас в республике, так и по мониторингу некоторых климатических ситуаций, которые, например, делает Синацпа. Здесь также представлены потенциальные партнеры в лице добывающих компаний, работающих на территории Якутии. Кроме этого, представлены образовательные учреждения. У нас в Якутске расположен Северо-Восточный федеральный университет, АГАТУ, есть другие учебные заведения. Кроме этого, у нас есть, допустим, международные связи с другими учебными заведениями мира, в том числе СМИТ. Также здесь представлены на внешнем круге уже те компании, с которыми у республики не так много связей, но с которыми мы потенциально также можем сотрудничать для развития данного проекта. Вот. На данном слайде, наверное, мы закончим. Еще раз хотим сказать, что это проект, мы открыты обсуждению, и если вас заинтересовал проект, думаю, что было бы здорово, если бы кто-то вышел на точку кипения Якутск, и мы тогда уже сможем вместе данный проект проработать. Было бы здорово, если бы к нам присоединились эксперты, которые непосредственно работают по вопросам изменения климата, те, у кого в принципе есть какие-то идеи, да, и надеемся, что вместе мы сможем донести до руководства и республики, и России, что климатическая повестка она очень важна, и что в принципе вместе скооперировавшись, мы можем ее решить. Спасибо. Спасибо. Да, вы можете даже на YouTube сейчас в комментариях указать свой номер, да, либо какую-то идею, предложение, и можете найти номер точки кипения, есть в Инстаграме, в Тбилиси можете, смело звоните, можете к нам обращаться. Спасибо за внимание. Сейчас у нас будет лекция от директора IT-парка Александра Гуркина, буквально через 5 минут. Спасибо. Спасибо.
применении технологии блокчейн для его учета, немножко в целом про экономику, так скажем, углерода и охраны природы. Ну и, конечно, я больше, так скажем, специалист в области технологий, по экологии и все, что связано, я, так скажем, знания не такие глубокие, вот, но меня в том числе интересует именно экономическая сторона вот этого зеленого, так скажем, движения, и что с этим можно сделать, то есть какие там могут быть применения и на стыке вот экономики и технологий. Цель моего сегодняшнего выступления в первую очередь, может быть, привлечь людей, которых также интересует данная тема, к какому-то общению, обсуждению на базе точки кипения, вот, и, может быть, для какого-то совместного развития проекта. Я коротко расскажу вообще, почему эта тема сейчас актуальна, немножко о экономике, так скажем, углеродной, и потом расскажу про технологии, коротко, опять же, да, без каких-то таких глубокого погружения. И расскажу об одном проекте, к которому имею непосредственное отношение. И если вам эта тема интересна, то, во-первых, призываю писать в комментариях. Возможно, очень хотелось бы, чтобы у нас получился какой-то диалог, какая-то, может быть, серия вопросов и ответов. Вот. Поэтому будьте активнее. В целом, тема защиты окружающей среды, она довольно уже давно, скажем, актуальна, популярна и много где освещается, но в последнее время, по крайней мере, вот в Европе и в России, очередной такой, скажем, всплеск интереса к этой теме возник из-за того, что Европейский Союз планирует ввести углеродный налог, именно трансграничный. И получается, что товары, которые пересекают границу Европейского Союза, будут попадать под новый налог. Ну и в том числе, конечно же, нас интересуют российские товары, в том числе и сырьевые, но и не только. И так как российские товары попадают под этот налог, то они становятся менее конкурентоспособными. Вот. И для нас это, для России это немножко как бы даже странно, да, что казалось бы, что Россия это, так скажем, легкие планеты, часть из легких планет, да, а мы считаемся как бы загрязнителями и должны платить налоги за экспорт своей продукции в какие-то страны, например, Евросоюз. Для информации, коротко, да, что вот здесь на диаграмме приведены доли выбросов СО2 в мире на 2017 год. И сразу видно, что крупнейшие это Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз, и Россия вот представлена вот здесь. На тот момент 4,7% от мировых выбросов. То есть, с одной стороны, мы не самый крупнейший, так скажем, загрязнитель планеты, с другой стороны, все-таки существенная доля. Вот. Но, допустим, даже по сравнению с Европейским Союзом у нас доля меньше. И то, что сейчас вот эта, так скажем, повестка зеленая, так скажем, развивается, да, на самом деле мы, хоть и, допустим, у нас меньше доля выбросов, но мы в менее выгодных условиях, чем Европейский Союз, чем производители в Европейском Союзе. И тут некоторая уловка, что Европейский Союз придумывает те правила, по которым он играет на своем рынке. И у нас особо почти нет выбора. То есть либо мы соглашаемся на эти правила, либо мы на этом рынке не будем представлены, нас туда не пустят. Вот. Но еще одна тема, которую, я надеюсь, что тоже у аудитории найдет какой-то отклик, это инициатива
России довольно свежая, то есть это все в 2021 году происходит. У нас появилось новое понятие, даже новый термин, такой карбоновые полигоны. И Россия пытается доказать, что мы не загрязняем нашу планету, а у нас баланс наоборот, что мы больше очищаем атмосферу в частности. И вот у нас уже есть карбоновые полигоны, ну и их со временем будет становиться больше, и, ну, возможно, и в нашем регионе появится карбоновый полигон. Вот. Немножко об экономике, экологии, так скажем, да. То есть очень много говорится про экологию, ну и по пунктам, чем ниже, да, там тем более спорные на самом деле, так скажем, утверждения и вообще положения, да, что, ну то есть да, экологией многие озабочены, многие говорят про изменение климата, хотя, ну, есть уже, здесь уже спорность появляется. Некоторые ученые не считают, что это проблема, что, ну, антропогенные какие-то изменения климата происходят. Кто-то говорит, ну, очень много говорят про глобальное потепление, но опять же, здесь есть и те, кто утверждает обратное, что такой проблемы в целом сейчас не существует. Много говорится про парниковые газы, и вот их на самом деле несколько, вот, но для, так скажем, для упрощения принято говорить об углероде, хотя, ну, другие газы, ну, например, метан тоже очень, так скажем, большую роль имеет, да, в создании парникового эффекта, вот, но, так скажем, принято все-таки говорить об углероде, а метан и другие газы приводят, когда это, так скажем, необходимо, приводят к эквиваленту в углероде. Вот. Ну и есть такой термин углеродная нейтральность, о нем чуть позже еще немножко скажу, тоже, ну, такой довольно спорный термин. Вот. И вокруг вот этих всех понятий, то есть это уже не просто, знаете, лозунги «давайте там беречь нашу планету», а вокруг этих понятий уже развивается реально, ну, экономика. Ну, можно считать, что это деньги из воздуха, можно считать, что это реально экономические инициативы, которые подталкивают производителей и население к тому, чтобы снижать вредное воздействие на природу и, ну, там, свой углеродный след. Какие есть вообще экономические инструменты для, так скажем, вот этой воздействия на тех, кто загрязняет, чтобы мотивировать их снизить эти выбросы? Один из таких инструментов – это углеродный налог. То есть каким-то образом измеряется объем выбросов, и он облагается по какой-то ставке, определяемой обычно государством, облагается таким-то налогом, и этот налог поступает, ну, обычно в государство. И государство уже по своему усмотрению расходует эти средства, ну, хорошо, если на какие-то действительно мероприятия по защите и восстановлению экологии. Но, так скажем, отследить это тоже, ну, отдельная такая задача непростая. И, ну, вот налог, может быть, кажется, что это самый прямолинейный способ воздействия, но в последнее время очень многие как бы, страны приходят к тому, что это самый современный инструмент. Но есть еще и другие. И еще довольно давно были, так скажем, придуманы квоты на выбросы, и они там закреплены еще в международных соглашениях. И смысл такой, что, ну, в каждой стране устанавливается квота на выбросы, а уже эта квота должна быть как-то распределена между крупнейшими, так скажем, загрязнителями атмосферы. Ну, это обычно какие-то производства там, вредные для экологии. И каждый из таких вот загрязнителей должен укладываться в свою квоту. Но это происходит не всегда. И вот здесь как раз ну, возникает экономика, что один какой-то, ну, одно какой-то завод, например, какой-то,
он превысил свою квоту загрязнения, а другой завод, он наоборот, может быть, из-за того, что принял какие-то меры для снижения выбросов, он свою квоту не добрал. То есть он реально произвел выбросов меньше, чем у него квота ему позволяла. И вот как раз вот эту разницу между квотой разрешенной и реальным загрязнением он может продать. То есть уже существует, скажем, рынок, где можно продавать и покупать вот части вот этих квот. И есть еще другой подход. То есть если вот в этом подходе речь идет только про загрязнителей, и вот эти вот каким-то образом искусственным установленные квоты, и вот они между собой ими торгуют. Но природе от этого не сказать, чтобы становится лучше. То есть общий уровень все равно где-то вот на этой линии остается. Да, эту линию действительно можно снижать и нужно снижать, но здесь напрямую не задействованы никак меры по восстановлению природы, по улучшению экологической ситуации. А вот уже следующий механизм, это такие углеродные кредиты, направлены в первую очередь на нейтрализацию выбросов. И здесь уже деньги платятся также за какой-то объем, то есть, который можно, то есть завод, например, может выбросы в атмосферу себе позволить с этим кредитом, он за это платит, но он платит уже не другому загрязнителю за то, что тот меньше загрязняет, а он уже платит какому-то проекту, который это загрязнение, так скажем, исправляет. То есть это могут быть какие-то лесные хозяйства, это и прочие, в том числе, например, такие, так сказать, установки, которые из атмосферы отлавливают углекислый газ и утилизируют его. То есть вот это уже, то есть хотя здесь также все завязано на экономике, но здесь уже подход не просто давайте поторгуем квотами, а давайте все-таки исправлять ситуацию и эти выбросы нейтрализовывать. И тут на самом деле, правда, есть некоторая уловка, да, что вот этими вот кредитами можно, то есть их используют часто для того, чтобы назвать какое-нибудь производство или какую-то компанию, назвать ее углеродно-нейтральной. И тут даже есть такое, то есть когда говорится о углеродной нейтральности, даже есть такая фраза, что нулевые выбросы. Но это иллюзия. На самом деле, конечно же, выбросы не нулевые. Выбросы все равно есть, но да, их сначала стараются уменьшить, а те выбросы, которые уже, так скажем, не снижаемые с точки зрения бизнеса, их нужно нейтрализовать. То есть это делается именно вот этим способом, что платятся деньги тем проектам, которые имеют такую они углеродно-отрицательные. То есть у них поглощение углекислого газа больше, чем выброс. То есть это могут быть какие-то, как я уже говорил, лесные насаждения, и вообще растительность какая-то. Это могут быть альтернативная энергетика на возобновляемых источниках энергии и так далее. Вот. То есть это очень модное на Западе явление, когда компании говорят о своей углеродной нейтральности. И, например, Google утверждает, что они с 2007 года уже углеродно нейтральны, но не нужно думать, что они ничего не выбрасывают, то есть никак не загрязняют планету и атмосферу в частности. То есть все равно выбросы есть, но они, так скажем, спонсируют их нейтрализацию. И да, это тоже рынок существенный и растущий. Хотя зачастую это делается именно, чаще всего это делается именно добровольно, то есть бизнес тем самым показывает свою социальную ответственность, и повышает свою привлекательность. Есть, три, можно сказать, уровня, на которых можно рассматривать углеродный след и углеродную эту экономику. На макроуровне это страны. То есть там больше 150 стран, по-моему, подписали, или, по крайней мере, участвуют как-то
соглашениях международных по сокращению там, выбросов и так далее. Да? И там у стран есть квоты. И вот на макроуровне не так много игроков, там, около 150. И вот это все, в принципе, еще как-то можно отслеживать и, ну, условно, считать там в электронной таблице. На среднем, так скажем, уровне это крупные загрязнители. То есть чаще всего это производство и, ну, какие-то промышленные компании, что-то связано с энергетикой. Вот. Их, конечно, уже больше. То есть в каждой стране их, так скажем, много, и они также могут иметь свои квоты, они могут там, вести учет своих углеродных выбросов и каких-то мер, направленных на их нейтрализацию. То есть тут уже больше игроков, и, соответственно, вот эта схема сложнее. А можно говорить про микроуровень, то есть это про конкретных людей, про домохозяйство, ну или альтернативный взгляд, это не потребление людей, а это какие-то товары. То есть производство любого товара и доставка товара связано, то есть имеет углеродный след. И вот тут уже, конечно, видно, что очень много игроков, либо вот таких единиц объектов, да, как товара. И тут отследить все это, ну, конечно же, гораздо сложнее. То есть там гораздо больше участников, гораздо больше связей. И вот этот учет, он гораздо сложнее. И вот здесь, ну, то есть есть такое даже понятие углеродный учет. Ну, то есть это как бухгалтерский учет, но не про деньги, а про выбросы СО2 и других газов, но приведенных к общему знаменателю. И это на самом деле довольно сложный процесс, то есть это новая дисциплина целая и развивающаяся. И вот чем ниже по вот этой вот пирамиде, да, тем сложнее вот этот весь учет. И поэтому вот здесь без технологий ну, довольно сложно это все сделать. То есть в электронной таблице уже не посчитать, например, углеродный след каждого гражданина даже страны, не говоря уже о всем мире. Здесь нужны какие-то технологии. И вот как раз сейчас мы переходим к технологической теме уже. И почему же именно блокчейн? Ну, для начала очень кратко скажу про блокчейн, но это не является конкретно темой сегодняшнего выступления, поэтому если вы что-то не понимаете, то это можно очень легко найти в интернете и ознакомиться. Вот. Но очень вкратце, что это на самом деле можно считать как база данных, но она, во-первых, ей можно доверять, потому что она не находится в руках у какого-то одного единственного владельца, который может что-то там подделать без ведома других участников, ну или даже если они заметят. Вот. А во-вторых, сама вот технология построена так, что вот цепь данных растет в этой, условно назовем, базе данных, и те данные, которые были ранее, их уже никак не подделать. В первую очередь за счет того, что сама технология поддерживает вот эту целостность, и если что-то изменить, грубо говоря, подделать где-то там в прошлом, то цепочка сломается. Поэтому, если цепочка не сломана, это значит, что все данные там действительно такие, какими они были на момент их занесения в эту базу данных. Ну, это очень упрощенно, но вот есть такая технология, и ей пытались найти множество применений, и, как мне кажется, именно вот такая экологическая экономика может быть одним из очень важных применений блокчейн-технологий. Сейчас некоторое затишье, так скажем, да, в информационном пространстве про блокчейн, то есть гораздо больше было шума, например, в 2015-2017 годах. Вот. Но технология никуда не ушла, и, возможно, ее ждет именно такое некое условное возрождение, ну, хотя бы, я надеюсь, в этом применении. И, конечно, уже кейсы применения блокчейн-технологий вот к зеленой экономике, они уже были. И было множество
проектов, которые привлекали деньги на это. То есть, ну, они выпускали монеты, такие токены, как-то связанные с зеленой темой. То есть это Green Coin, Carbon Coin и прочие были. Их было множество. И они привлекали, выпуская эти токены, привлекали деньги, чтобы потом какой-то реализовать свою инициативу. То есть это была одна из схем. Ну, к сожалению, эти проекты не очень получили развитие, а потом в связи, так скажем, с кризисом криптовалют, ну, то есть все как-то немножко слопнулось. И вот здесь, допустим, инициатива IBM выглядела максимально обнадеживающе, что это серьезный крупный игрок, который ввязался в этот проект не ради того, чтобы собрать какие-то деньги на реализацию своих токенов, а именно с какими-то серьезными целями. Вот, и они объединили усилия с профильным игроком на таком вот блокчейн-рынке и создали проект Verde. Такой многообещающий, он как раз был о том, чтобы учитывать квоты выбросов на блокчейне и отслеживать их оборот. То есть, ну, например, одна из компаний, имеющая вот эти квоты, излишек этих квот, могла бы продать другой компании, у которой недостаток квот и выбросы превышают их квоту. И это все было вот в блокчейне, все прозрачно и не подделываемо. Вот. Но, к сожалению, все эти проекты умерли. Даже включая, так скажем, проект с участием IBM, о нем нет новостей с 2018 года. И очень хотелось бы, чтобы все-таки какой-то из проектов, ну, вероятно, новый проект, будет использовать, ну, замечательную на самом деле технологию блокчейн для такого, ну, в целом важного применения, как экология. И, ну, в частности, здесь мы говорим о контроле выбросов. Вот. А далее я бы хотел рассказать о собственном проекте, который на самом деле тоже находится под такой же плитой. И, ну, я специально о нем, так скажем, вспомнил для сегодняшнего выступления. Я коротко о нем расскажу. И если кого-то из вас эта тема интересует, то пишите комментарии, либо связывайтесь со мной, и мы можем это обсудить. Дело было в 2017 году. Я, так скажем, придумал некоторую концепцию, тоже завязанную на экономике вокруг углеродного следа, но уже не на мезоуровне компаний, там, крупных загрязнителей, а на микроуровне отдельных людей и домохозяйств. И я с этой идеей, я подал эту идею на один из конкурсов и был отобран в число топ-100 участников с лучшими идеями. Это было мероприятие, приуроченное к ООНовскому мероприятию в Бонне. Вот. Ну, в общем, и как раз тема была такая, что технологии в помощь экологии. Я коротко опишу, да, что именно экономически идея была налог на добавленный углерод. Это очень похоже на НДС, если вы знаете, как, скажем, идет цепочка жизни НДС. Вот. Но тут вот на данном слайде не про деньги. Здесь именно про углеродный эквивалент. И проще всего его показать на примере топлива. Вот когда добывают нефть, понятно, что в нефти уже это углеводород, и, соответственно, у него уже, то есть у нефти, которую выкачали из земли, у нее уже есть какой-то углеродный след, в том смысле, что когда она сгорит, в атмосферу выделится СО2. Вот. Плюс, конечно, на выкачивание нефти, на добычу нефти из земли тоже тратится какая-то энергия, это уже непосредственно тоже углеродный след. Поэтому какой-то объем углеродного следа он возникает сразу на этапе добычи. Потом эту нефть как-то транспортируют, это тоже имеет углеродный след.
И тем самым вот этот накопленный углеродный след товара, он увеличивается. Потом далее идет переработка, хранение, реализация и так далее. И на каждой вот из этих стадий углеродный след товара увеличивается. И это касается на самом деле не только топлива, то есть топливо здесь самое, наверное, показательное. На самом деле даже любой натуральный продукт, который, ну, допустим, можно считать, что у него изначально углеродного следа нет, хотя зачастую он есть и даже у натуральных продуктов. Вот. Но потом все равно его как-то транспортируют, возможно, перерабатывают. И, то есть до того момента, когда уже покупатель приобретет этот товар, у этого товара уже обязательно есть какой-то накопленный углеродный след. И идея в том, что не считать, что это проблема производителя, что это их углеродный след. Это они нанесли урон там, природе, что выкачали эту нефть. Здесь идея в том, чтобы ответственность нес все-таки потребитель. И, соответственно, он более ответственно потребляет. Так как он понимает, что это не, так скажем, загрязняет атмосферу именно он своим потреблением, а нефтедобытчик лишь добывает для него нефть и лишь обслуживает его спрос, так скажем. Здесь очень важна именно такая психологическая сторона, что каждый житель должен понимать, что его потребление наносит какой-то след на природу, да? То есть, ну, это какой-то ущерб. И здесь вот этот налог – это не финансовый налог, то есть это не, ну, в отличие от того же НДС, это не те же деньги, которыми платят за сам товар. Это дополнительные единицы, углеродные токены. Токен – это вот как раз из мира блокчейн-технологий, ну, некая такая, скажем, монетка. Да? И когда человек, покупатель, приобретает какой-либо товар, вот в этой, ну, я это назвал углеродная утопия, да? То есть представим, что у нас вот такой идеальный мир по контролю за углеродными выбросами. И чтобы купить какой-то товар, нужно не просто заплатить деньгами его стоимость, нужно также углеродными токенами оплатить углеродный след этого товара. И тем самым принять на себя ответственность за вот ущерб экологии, нанесенный производством и транспортировкой этого товара. Вот. И в блокчейне есть такое понятие, как смарт-контракт, который это может делать все автоматически. То есть человеку не нужно, в принципе, особо, как сказать, ну, как-то очень мучиться с тем, чтобы вот я заплатил деньги, вот я заплатил токены. То есть если деньги уже электронные, ну, например, для примера возьмем криптовалюту, хотя это может быть и там, денежная единица государственная. То есть это, ну, не обязательно все криптовалюты, которые традиционные. Вот тогда один и тот же контракт может обслуживать сразу как оплату стоимости товара, так и оплату, то есть покрытие углеродного следа углеродными токенами. И вот только когда человек оплатил и стоимость, и углеродный след, тогда он получает этот товар, даже физически. А откуда эти токены берутся? Идея в том, что как бы каждый человек имеет какую-то квоту. То есть мы все дышим этим воздухом, значит, мы какое-то право имеем, да, ну и в общем-то, равное право у всех людей на атмосферу, на этот воздух. И вот здесь приведем пример, да, что, допустим, ну, регулярно, допустим, каждый месяц некто начисляет углеродные токены каждому человеку. Скорее всего, это государство. Вот. Но тут, конечно, да, есть тонкости, что разные государства могут это делать по-разному. Вот. Но и, в принципе, это может быть даже меньше, чем государство. Но для простоты проще взять отдельную какую-то страну. А уже трансграничные вопросы немножко в сторону пока отодвинуть, они тоже непростые, так скажем. И вот у каждого человека изначально, ну, в начале месяца, допустим, им дают одинаковое количество токенов у всех. Но потребление у всех людей разное, в зависимости от их стиля жизни, ну и даже от их материального достатка. И в зависимости от того, как человек потребляет, у него
разный углеродный след. И кто-то, допустим, ходит пешком, ездит на велосипеде, и он загрязняет атмосферу, условно, там, только своим дыханием и потреблением тех товаров, которые он там, каких-то товаров. То есть на примере транспорта просто разница максимально очевидна, что другой ездит на традиционном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, в худшем случае с большим объемом двигателя, и поэтому у него на его перемещение создает гораздо больше выбросов, чем перемещение человека без такого автомобиля. Ну и промежуточные варианты — это общественный транспорт, электрический транспорт и так далее. То есть идея в том, что да, все имеют право на одинаковую квоту выбросов, но не все одинаково потребляют и загрязняют атмосферу. Поэтому тут такая же ситуация, как была на мезоуровне, что у одного потребителя уровень выбросов будет меньше его квоты, а у другого будет выше его квоты. И вот здесь опять возникает экономика, что тот, у кого есть некий недостаток вот этих токенов, он может купить эти токены у того, у кого они в излишке. И таким образом, на самом деле, тут еще и социальная справедливость, скажем, играет, да, что не только уровень дохода определяет, но и некоторое все-таки равенство здесь более приближенное. И тот, у кого, допустим, доход выше, уровень потребления выше, он в некотором роде вынужден доплачивать тем, у кого доходы ниже, за то, что он больше использует ресурсы этой планеты. Но это самый простейший вариант, просто там, купля-продажа. Но даже вот этот вариант, вспомните про пирамиду, что это очень много игроков. И вот этих транзакций, их очень много. Традиционными методами довольно сложно эту всю экономику поддержать. Но технология блокчейн, она вот к таким микротранзакциям как раз очень приспособлена. Хотя бывают, есть некоторые нюансы. Вот, это один из вариантов. Также есть другие варианты, что человек, у которого есть недостаток вот этих токенов для покрытия его большого углеродного следа, более чем среднего, так скажем, да, он также должен заплатить какие-то деньги, но, может быть, уже не человеку, который продаст ему свой излишек, а уже заплатит какому-то проекту с отрицательным углеродным следом. То есть это, опять же, это может быть лес, либо еще какая-то установка, то есть что-то, что больше потребляет углерода, чем выпускает его в атмосферу. А тот, у кого излишек токенов, то есть он потребляет меньше, у него остался какой-то излишек токенов, он может не только продать их на свободном рынке тому, кому они нужны, но также может, например, инвестировать. Потому что эти токены в рамках вот этой экономики, да, то есть на них есть спрос, значит, у них есть какая-то цена, и ценность. Значит, их можно инвестировать в какой-то, логично, что в проект, имеющий экологическую направленность. Это могут быть какие-то проекты альтернативной энергетики на возобновляемых источниках. Это могут быть высаживание новых лесов, обновление лесов, да, и прочие проекты, которые положительно влияют на экологию. Эти инвестиции могут быть как, в принципе, просто как пожертвования, так и могут иметь экономический смысл, то есть приносить какие-то дивиденды. То есть, например, установка альтернативной энергетики, она в дальнейшем будет приносить деньги и, может быть, токены. И часть этих денег и токенов может распределяться тем инвесторам, которые внесли свои токены на развитие этого проекта. Таким образом, появляется, немножко подпитывается еще экономика то есть вот этих зеленых проектов. То есть сейчас это только деньги, но вот в такой вот системе это могут быть и токены, которые имеют все равно денежную стоимость. Вот. В целом, это все, что я хотел сегодня рассказать. И спасибо вам за внимание, спасибо за то, что, я надеюсь, вы подумали о своем углеродном следе, и я надеюсь, что вы задумаетесь о том, как его можно было бы снизить. Вот. И очень хотелось бы как-то обратной связи от вас, какого-то общения,
Я надеюсь, что в комментариях к видео, к трансляции вы что-то напишите. Ну а также вы можете связаться со мной, найдя меня, ну, например, в социальных сетях и, так скажем, продолжить это общение на эту тему. Ну и вообще в точке кипения подобные темы, я надеюсь, что будут чаще и чаще подниматься. В целом, тема экологии для нас важна и является сейчас ключевой для городской точки кипения Якутска. Спасибо. Есть ли у нас какие-то вопросы или обратная связь? Вопросов не было. Хорошо. Спасибо за внимание и до встречи. Всем привет, меня зовут Василий Ефимов, я генеральный директор венчурной компании «Якутия» и Фонда развития инноваций. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех за участие в этой онлайн-лекции, ну и, собственно, поздравить точки кипения с 3-летием. Это наши друзья-товарищи, с которыми мы работаем, развиваем нашу инновационную экосистему. Сегодня я хотел бы вам рассказать про финансовые инструменты поддержки, которые доступны для стартапов не только из Якутии, но и для Дальнего Востока. Ну и на самом деле вообще для стартапов всей нашей страны. Венчурная компания «Якутия» она была образована еще 10 лет назад. В этом году у нас юбилей вместе с технопарком. И мы прошли такую достаточно длительную историю. Мы сделали некоторые ошибки, совершили, потом их признали, стали лучше. И, собственно, я вам расскажу про финансовые инструменты, к которым мы сейчас пришли. Но сначала я бы хотел рассказать про наши первые финансовые инструменты, которые мы использовали. Если у меня заработает кликер. Кликер у меня не работает. Давайте этот слайд переключаем, пожалуйста. Работает? Ага. Да. Вообще вот сейчас наша стадия, в которую мы инвестируем, стадия развития проекта, это предпосевная и пассивная. Раньше в нашей стратегии было даже зафиксировано то, что долина смерти это не про нас. Но если мы хотим, чтобы стартапы доходили до стадии раннего роста, так называемого раунда А, ну, очевидно, что мы должны все-таки залезть в эту долину смерти и как
государственный фонд, институт развития, давать возможности, ну и финансировать проекты. Ну, здесь получается как, на этом слайде видно, что предпосевная стадия у нас закрывается за счет фонда развития инноваций, а посевная стадия это за счет уже посевного фонда, который будет создан на базе венчурной компании Якутия вместе с другими товарищами-вкладчиками, которых мы ищем. Кстати, если у вас кто-то есть, который готов вложиться с нами в 150 миллионов для эволюционного товарищества, будем очень рады. И в 2019 году мы пересмотрели нашу миссию, зафиксировали, она у нас достаточно емкая, мы определили 4 стратегических направления нашего развития. Это работа с так называемым первым фондом, я вам сейчас более подробно расскажу, что мы под этим подразумеваем. Это создание совместных фондов. То есть мы поняли, пришли к выводу, что инвестировать самим это не совсем будет правильно, потому что нам необходимо разделять риски, делиться экспертизой, ну и инвестировать в проекты в целом с другими товарищами-вкладчиками. Третье направление – это партнерские акселерационные программы. Она у нас, это направление реализуется через фонд развития инноваций, и ее фокус – это посевная стадия. Ну и четвертое направление – это уже для нас будущее, да, такая среднесрочная перспектива. В 2024 году мы хотим наработать такую экспертизу, репутацию на рынке, чтобы потом уже быть самим вот так называемым GP, нашим товарищем. Ну, что такое первый фонд? Это уже вот как раз-таки вводная часть, это вот почему мы сейчас инвестируем через опционы, немножко вперед забегая, да, потому что мы поняли, что займы – это не есть хороший инструмент финансовый для поддержки стартапов, особенно для самой ранней стадии развития, потому что это возвратный инструмент, а вероятность провала, она высокая. Но, тем не менее, у нас есть определенные результаты, есть такой положительный социально-экономический эффект на Республике Якутия, это создание новых производств, новые рабочие места, ну и, конечно же, налоговое отчисление. Вот. Мы всего гарантировали около 600 миллионов рублей в форме займов и конвертируемых займов, ну и текущий портфель у нас составляет около 271 миллиона рублей на 31 декабря 2020 года. Как я уже сказал, совместные фонды – это второе наше направление, которое, получается, у нас сейчас постепенно развивается, у нас уже есть денежные средства, которые мы можем, как товарищ-вкладчик, внести под управление управляющему товарищу. То есть это вот та история, когда есть limited partners и general partners. Один управляющий товарищ, вот, и мы один из вот этих LP. И план таков, то, что мы создадим вот этот фонд, когда увидим то, что мы поработали хорошо с предпосыльной стадией, мы видим то, что стартапы наши растут, и к тому моменту мы хотим, чтобы для них были доступны уже более существенные средства. Мы предполагаем инвестиции от 10 до 30 миллионов рублей в проект. И там мы, конечно, будем использовать в основном долевые инструменты, ну, либо, возможно, конвертируемые займы. Но я больше, конечно, сторонник использования долевых инструментов. Третье направление – это партнерские акселерационные программы. Как я уже сказал, она работает у нас через фонд развития инноваций. Это некоммерческая организация, которая была учреждена нами совместно с Технопарком. И мы работаем по модели endowment фонда. Что это значит? Мы размещаем эти деньги в низкорисковых активах, заработанные проценты, прибыль, доходы, точнее, мы уже доводим до стартапа. Вот. И наша задача этот endowment фонд пополнять. Он у нас создан в соответствии с 149-м указом главы Республики Саха-Якутия об инновационном и цифровом развитии. Ну и уже третий год работает, и у нас есть, в принципе, уже неплохие результаты. Основной наш продукт в фонде развития инноваций – это акселератор B8. Это такая вот, ну, можно сказать, традиционная в какой-то степени акселерационная программа. У нас есть менторская поддержка, срок акселерации 3 месяца. И ну, мы предоставляем место в коворкинге, сейчас это не очень актуально, но я надеюсь, что мы все вернемся в скором времени уже в нормальный режим, и все будем вот на одном этаже вместе со стартапами. Ну, я, наверное, сейчас более подробно остановлюсь на финансовом инструменте, который мы сейчас используем. Как он вообще появился? Во-первых, как я вам сказал, займы для стартапов – это не самый подходящий инструмент для ранней стадии, да, потому что надо иметь какие-то уже понятные стабильные денежные приток для того, чтобы обслуживать
займ и, ну, соответственно, платить проценты. Вот. Но стартапы вот на предпосыльной стадии многие зачастую этого позволить себе просто не могут. Вот. Соответственно, мы также отказались от грантовой поддержки, потому что гранты, они, во-первых, общедоступны, есть фонд содействия инновациям, есть различные вот механизмы грантовые от Сколково, фонда Сколково, и они доступны, в принципе, для всех стартапов во всех регионах нашей страны. Вот. И технопарк, например, также оказывает услуги по упаковке проектов. Вот. Ну и с другой стороны, также вот, гранты, они не мотивируют ни грантодателя, ни грантополучателя на дальнейший рост. Ну, потому что все это заканчивается разработкой там, какого-то НИОКа, да, и, соответственно, там покрывает все это отчет. Вот. А мы все-таки, как финансовый институт развития, как венчурный фонд, который трансформируется, мы хотим иметь долевой инструмент. Но в то же время иметь долю в стартапе тоже крайне рисково, потому что, ну, если бы мы заходили бы там на 5% в каждый стартап, мы бы, наверное, там, года через 3 там, уже имели бы сотни компаний, которые, большинство из них уже банкроты фактически, да, но мы имеем там долю. Вот. И тут есть и правовые риски, транзакционные издержки. Ну и на самом деле даже вот не хотелось сталкиваться с проблемой оценки бизнеса, потому что когда ты захочешь долю, ну, ты, соответственно, оцениваешь там определенную сумму, а когда это предпосыльная стадия, нету понятной бизнес-модели и выручки, соответственно, прогнозировать что-либо очень сложно. Вот. Поэтому мы понимали, что нам нужен все-таки какой-то долевой интерес. И что мы сделали? Мы адаптировали, можно сказать, так называемый сейф, который был придуман Y Combinator, Simple Agreement for Future Equity, или простое соглашение на будущую долю. Взяли за основу вот этот принцип, то, что долю мы возьмем в будущем, если мы это захотим. Вот. Ну и в России уже есть такая практика использовать опционы. Мы несколько это видоизменили. Что мы сейчас делаем? Мы платим вознаграждение основателю стартапа, который имеет наибольшую долю в организации. И это вознаграждение позволяет нам купить 5% компании за 500 рублей в течение 3 лет. Сумма вознаграждения составляет 1 650 000, так как это договор с физическим лицом, на 13% мы удерживаем НДФЛ как налоговый агент, а все остальное по договору финансирования доводится до стартапа. Это очень неплохие, на самом деле, предпосыльной стадии деньги, около $20 000. Вот. И чем этот инструмент хорош? Потому что мы, вот как финансовый институт развития государственный, в первую очередь думали вот про сторону предпринимателя, а что было бы удобно ему, ну или ей. Потому что все-таки проще всего нам было бы выдавать займ также традиционно, потому что вся история понятна. Там, выдал займ, не вернули, ну все, там идут какие-то, возможно, дальнейшие телодвижения в рамках правового поля. Вот. Но мы понимаем то, что нам нужно развивать вот культуру, так скажем, терпимости к провалу, да, то, что когда у предпринимателя есть возможность попробовать, у него не получилось, он встает на ноги снова и двигается дальше. Вот это то, что вот мы хотим развивать. Потому что все, кто вот, вовлечен вот, или знает стартаперов, там, да, все понимают, что риск очень высокий. Вот. И зачастую там был один проект, а в итоге выстрелил совсем другой спустя определенное количество лет. И опцион чем хорош, то что если проект не получился, компания потратила деньги на развитие проекта в соответствии с договором, этот опцион у нас сгорает в течение 3 лет. Вот. А что происходит, если проект выстрелил, то либо мы этот опцион акцептуем, то есть мы становимся учредителем компании на 5%, либо мы можем этот опцион продать, потому что это тоже финансовый инструмент, который можно покупать и продавать. Чем он еще также удобен, и вот мы общаемся и с бизнес-ангелами, и с другими вот инвесторами ранней стадии, и где вот делимся нашим опытом, нашим финансовым инструментом, хотим, чтобы он вообще масштабировался на всю страну. Он очень удобен в том плане, то, что нужно идти просто все к нотариусу. Да, это достаточно быстрая сделка оформляется, и она также быстро и расторгается. Единственное, конечно, надо будет заплатить определенное вознаграждение нотариусу, который заверит. Вот. Но в качестве примера можно привести проект JobJob, из которого мы вышли в 2020 году, в конце года.
Это такой, как Еду, локальный. Они работали в Якутии, но у них была бизнес-модель как аукционная, когда ты сам назначаешь цену. Вот, соответственно, это у нас такой первый выход из проекта, когда вот мы аукцион, по сути, ну, вот этот продали, там, да, и получили за это вознаграждение. И это заняло буквально там, 3 часа. То есть, конечно, там были регламентные процедуры, потому что у нас, согласно нашим локально-нормативным актам, мы должны созвать совет фонда за 3 дня и так далее. Но сделка у нас состоялась, и, в принципе, мы даже ходили в налоговую, да, и этот инструмент с этой точки зрения тоже очень удобен. Вот. Ну, как бы, таким образом, через эти опционы мы профинансировали уже 37 проектов. Здесь информация именно за 19-20 год. В 2021 мы уже выпустили 5-й поток, где проинвестировали 4 проекта. И мы такой достаточно активный инвестор на Дальнем Востоке. Наверное, даже самый активный по количеству сделок точно, но всего мы профинансировали около 60 миллионов рублей. И мы также, как Якутский институт развития, мы инвестируем и в Дальний Восток. У нас в портфеле есть компания, зарегистрированная на территории Улан-Удэ города, Хабаровска и Владивостока. Вот. Поэтому наше поле деятельности уже расширилось существенно. На данном слайде вы можете увидеть пример проекта, который мы профинансировали, это 2020 год, это не все. Вы можете зайти на нашу страничку b8accelerator.com и познакомиться со всеми нашими стартапами. Наш фокус это в основном IT. Ну, вообще сейчас Якутия это такой регион, где IT очень развито, да, у нас очень много стартапов, есть очень крупные глобальные уже компании, частные, как Майтон и Индрайвер. Ну и, соответственно, мы хотим, чтобы вот наши молодые стартапы развивались, ну и тоже вот превращались в таких больших единорогов. Ну и вкратце вот могу рассказать, что у нас, чего мы достигли. Ну вот проект JobJob, как я уже вам сказал, это был наш первый выход, очень значимый для нас. И наши 2 стартапа Smartbox Live, это книжки с технологией дополненной реальностью, и проект Hompla, домашние установки для выращивания зелени, они попали в Нью-Йоркский акселератор Start Accelerator, но, к сожалению, из-за пандемии они не смогли вылететь, но надеюсь, что в этом году все получится. Ну, в принципе, здесь вот на этом слайде представлена наша история развития. Если говорить с точки зрения финансовых инструментов, то 2011 год до 2019 года это у нас займы, потом мы переформатировались, как видите, у нас новый логотип, новая эмиссия. Начали уже использовать более подходящие и правильные с точки зрения Государственного института развития финансовые инструменты. Ну и не только как с точки зрения Государственного института развития, но еще плюс лучше практики венчурных инвестиций. Мы это будем делать через наш фонд развития инноваций, это пассивная стадия, и пассивная стадия через договоры инвестиционного товарищества. Вот. Ну а дальше, как я уже сказал, в 2024 году хотим стать сами управляющими товарищами. Вот. Ну, у нас очень сильная команда, надеюсь, что у нас все получится, и вот наша инновационная экосистема будет развиваться. Ну, спасибо за внимание. Стоп. Еще раз спасибо, да, Василий. Вкратце хотел сказать, сейчас мы прерываемся на обед. В 2 часа мы вас ждем также на трансляции. В дальнейшем лекции выступит Афанасий Савин. И после него уже будет про столетний план развития Республики Саха-Якутия и про столетний форсайт Российской Федерации от Семенова Анатолия и Павла Лучшина. Спасибо, ждем вас в 2 часа. Спасибо.
раз, два, раз, два, раз, два.